звучит, и мне кажется, тревожит людей. Я благодарю. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Кандидат экономических наук. Мы говорили о возможности Пока применения в России шулай. налога на бездетность, на государственное Да, слушаю телевидение. новости, Эта тема короче. в последнее время вызывает Что это большой творится ажиотаж, в мире. комментировать ее пришлось уже и в прессе. Хотел пригласить вот эти два аккаунта друг к другу, что-то не смог. Шулай. Здесь и сейчас. В Новосибирске неожиданным по нынешним временам образом завершились общественные слушания, на которых рассматривали законопроект о лишении мандата депутатов, признанных так называемыми иностранными агентами. Речь о поправках в устав, городской устав Новосибирска. Их, как сообщается, подготовили для соблюдения федерального закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Эта норма не позволяет избираться депутатами людям, которых Минюст объявил иностранными агентами. Перед голосованием в Новосибирском горсовете, большинство в котором ожидаемо контролирует «Единая Россия», были устроены общественные слушания, и все их участники, кроме тех, кто представлял поправки, высказались против них, против поправок. Еще несколько десятков новосибирцев проголосовали против онлайн. В случае изменения устава, прошу прощения, мандатов лишатся независимые депутаты Светлана Каверзина и Антон Картавин. Ну а мы обсудим эту новость с... Эта норма не позволяет избираться депутатами людям, которых Минюст объявил иностранными агентами. Перед голосованием в Новосибирском горсовете, большинство в котором ожидаемо контролирует «Единая Россия», были устроены общественные слушания, и все их участники, кроме тех, кто представлял поправки, высказались против них, против поправок. Еще несколько десятков новосибирцев проголосовали против онлайн. В случае изменения устава, прошу прощения, мандатов лишатся независимые депутаты Светлана Каверзина и Антон Картавин. Так, Баргина Киши, Кикша, салям. Сергеем Бойко, бывшим депутатом Горсовета Новосибирска. Мне хотел этот и Кисен пригласить друг к другу. Ни хера не получается, блин. Надо научиться, оказывается, приглашать двух людей. Как-то, блядь. Горсовете Новосибирска. Так, справа Бишкиша, слева Брикиша. Несколько удивляет, что вообще говоря, в Новосибирске куча достаточно серьезных проблем. Есть проблемы с отоплением, то есть до сих пор некоторые жители остаются без отопления в Новосибирске. Есть проблемы с общественным транспортом и с дорогами. Хотя, что я говорю, не удивляет, конечно же, но то, чем занимается «Единая Россия» в Новосибирске, это вот у нас остались еще два депутата врага из оппозиции. Надо как-то быстрее у них мандаты отобрать. Вообще, в принципе, остался год всего доработать этот срок, и федеральный закон запрещает признанными иноагентами, избираться, но не терпится совсем, и вот они пытаются менять устав для того, чтобы как-то вот забрать мандаты сейчас уже у оппозиционных депутатов, чтобы не ждать этот год. Ну, я просто здесь обращаю внимание скорее на совсем другой аспект происходящего, что мы привыкли относиться к общественным слушаниям как к абсолютной фикции. На общественные слушания допускаются те, кто на общественных слушаниях себя проявит нужным образом и нужным образом поддержит то, что на эти общественные слушания вынесено. Так вот, здесь мы видим абсолютно иной эффект. Мы видим, что люди, пришедшие на эти общественные слушания, все выступили против этого самого закона. Как подобное. Это, на мой взгляд, это, с одной стороны, очень вдохновляющая новость. С другой стороны, она вызывает большое удивление, как подобное вообще возможно. А вот это как раз очень удивительно, потому что мы же понимаем, и мы же очень быстро пришли вот к этой сталинской модели, что как только человек государство маркирован как враг, неважно, признан иноагентом за свою оппозиционную деятельность. Антона, кстати, призвали иноагентом на основании того, что про него писали СМИ иноагенты. Если мы сейчас с вами Тихон Путина обсудим, то фактически Минюст его по этой же логике должен признать иноагентом, потому что вы иноагент, я иноагент, и дочь иноагент. То есть в трижды иноагентом должны признать. Вот.
Соответственно, но сейчас речь не об этом. То есть, в принципе, достаточно научились уже граждане, что если там человека иноагентом ли признали, или какого-то системного человека за коррупцию там арестовали, да, а то тут же все начинают хором говорить, как он был плох, как они его никогда не поддерживали, и всегда знали и по глазам видели, что он, конечно же, подлый враг. И в этих условиях для меня самого удивления, как много людей в Новосибирске, а это действительно там просто были и публичные слушания, очная часть, на которую пришли люди буквально ножками в мэрию, там выступали о том, что вы что, все с ума посходили, какие вообще депутаты иноагенты, работой какой-нибудь своей займитесь, а депутатов пусть жители сами разберутся, какие им нужны. Так, 3 человека слева, 12 справа. Это все там надо оформлять, подписывать госуслуги, десятки людей Ассаламу алейкум. в онлайне выступали, то есть нашлось достаточно большое, я считаю, по нынешним временам это реально большое количество. О, Мухаммад, Дагестан. Валикум ассалам. О том, что в принципе нам эти депутаты нужны, а вы бы лучше занялись чем-нибудь более полезным. Я еще добавлю буквально пару слов о том, что здесь, в принципе, Минюст, конечно, занимает позицию, что, ну вот, а что они иноагенты, значит, они не должны быть депутатами. Вообще-то в законе есть механизм. Сегодня хотелось бы депутата отозвать и так через референдум. Поговорить насчет инвестиций. Депутат стал иноагентом. Ничего не мешает. Насчет инвестиций. Это есть во всех действующих законах и уставах. И пусть жители сами решат, подходит им депутат иноагент или не. Нахрен, потом досмотрю. Заебали. Когда про депутат говорят, смысла не вижу вообще. О чем-то слушать даже. Так, исәнмесез туганлар, Башкортстан, Татарстан, Дагестан, Ичкерия и так далее. Бүтін мұсылман республикаларға сәлем. Бүгін интересная тема, короче, меня в голову пришло. Где-то что-то я сегодня не слушал, шлялся, короче, на улице я сегодня. Манда бір тема. Где-то я уже говорил об этом вроде бы, но до ума не доводил, наверное. Хотелось бы поговорить о том, вот о людях, точнее, о людях, которые сейчас Ресейда пытаются страдать и пытаются там выживать и так далее, и в то же время они за что живут, что делают, без аңламай взаимно в данный момент. И они все своим, блядь, одним голосом, со страхом топят, блядь, за Путина. Потому что, блядь, у них нету возможности по-другому как-то что-то, блин, говорить. И тут у меня вот эта вот мысль меня не успокаивает, когда же мы зайдем Башкортостанга, Татарстанга и в конце концов захватим полностью правительство и пойдем на Москву. И вот я понимаю одну вещь. Если мы извне республики не войдем, то внутри никто не встанет. Это потому что внутри кого-то шевельнуть, это и полное, я не знаю, вот идиотизм полный, потому что внутри всех закроют и так далее. А вот которые на улицу, точнее, за границу чухнули, вот нам предстоит это делать. Поэтому вот как раз-таки сегодня вот хотелось бы обсудить чуть-чуть там насчет инвестиций. Инвестиции на оружие, само собой, на обмундирование, оружие, полностью вот нас, подобие меня, людей, которые топят за Башкортостан, за независимость и Татарстан, нас нужно, как говорится, уже вооружать. Мы до сказки, мы будем лет, 50-60 лет пойдем захватывать Башкортостан или Татарстан. Вот этого я не могу понять. Шунарга бізге, туганлар, надо как-то решать вопрос, сплотиться. Я уже открывал насчет этого рот, но более вот подробно хотелось бы обсудить. Можете писать комментарии свои насчет этого, как и где мы будем рожать бабки. Потому что вот услышав, что сегодня вот что-то там опять на Рауфу Рахимову наезды пошли, да, ведь Рауфу, короче, пытаются как бы стравить, так, ну, ярлыки навешать на нее, и, само собой, как бы ее выпиздили. Само собой, она успела чухнуть в Турции, сейчас тусит, короче.
И тут последний видос еще сегодня успел посмотреть, как там сыр-бор пошел с пруфами, короче, с телеканалом Пруфы, да, этот интернет-телеканал или как это, блин, YouTube-канал Пруфы. И вот, посмотрев на вот эту всю тему, понимаю, что мы на своей земле стали изгоями. И это полнейший идиотизм и маразм, который, как говорится, мы не можем, как бы сказать, вернуть свои земли. Это же наши земли предков. Почему мы боимся, почему мы сбежали, почему мы терпилы и не можем инвестировать в это дело. Почему мы не можем слить откуда-то бабки, блин, в это дело и, как говорится, захватить заново, как говорится, как раньше наши прадеды захватывали Башкортостан там, и Татарстан и отобрать. В чем проблема-то? Нарсадан Курхабыз, вот этого я не могу понять. Давайте совместно, все вместе, со всеми связями, подключаем все связи и начнем, как говорится, реализовывать вот эти инвестиционные проекты, которые именно будут воплощать наши, как говорится, мечты, вернуть Башкортостан на Татарстан. Также это касается Ичкерии, также это касается Дагестана и так далее. Всех, как говорится, в первую очередь мусульман, и потом этих многобожников бурят, Саха, Якутия и так далее. Их тоже, конечно, само собой, мы должны поднять и зацепить их тоже, потому что мы должны бороться вместе, и их оставлять нельзя, потому что в перемешке с этими, так скажем, такими же корнями, получается, в Дагестане есть эти, какая нация в Дагестане, вот эти, ё-моё, забыл. Калмыки, ё-моё, калмыки вот. Калмыки есть. Получается, надо вставать всем. Получается, как всегда говорю, начиная с Ичкерии, заканчивая Якутией, вот там угол вот этот перпендикулярный, полностью нужно вставать и идти на Москву. А для этого нужны инвестиции, чтобы у нас было хотя бы у каждого по одному калашу с рожками, хотя бы по 10 рожков у каждого. Понимаете? А так мы что мы можем делать? Я не могу понять. Сколько мы будем сидеть здесь, в Европе, и яйца высиживать? Вот этого я не могу понять. Вот я сегодня проехался аулларда, ну типа аулларда, манада, кырдайында, кружочек дал. И так воспоминания прям, как говорится, ударили, так скажем, что посмотрев на вот эти там жизнь, да, ведь, которая идет тихо, умеренно, такая жизнь идет, да, ведь, где нет войны, ничего нету, проблем нету, и люди, как говорится, пытаются просто прожить один день, второй, третий день, а у нас не прожить, а выживание. У нас выживание, где зарплаты 3 копеечные, пенсии 3 копеечные, ничего нету. Поэтому те олигархи, которые напиздили денег, блядь, сидят, высаживают яйца на своих деньгах. Другие, короче, тоже куда чухнули, кто против Путина, тоже с деньгами чухнули. Вот я всем обращаюсь. У кого есть связи со всех сторон, инвестиции, нужно своему доверенному человеку создавать положение того, что когда мы уже войдем в этот чертовый, как говорится, рашку и раздолбаем его на кусочки. А сколько это можно? Плюс мы же, как всегда я говорю, мы же не должны, мы не обязаны надеяться на Украину. Они нам, как говорится, не обещали. Это, как говорится, наша проблема, чтобы у нас была независимость, а не чья-то другая там, или там Украина, или там американцев, или Турции гребаной, или еще кого-нибудь еще приплетите туда. Может, еще Китай, может, нам помочь должен был, блядь. Я не знаю, блин. Или где-нибудь там Бразилия, блядь. Вот поэтому, Туганлар, если мы не будем инвестировать в наши, так скажем, независимые, так скажем, которые борются против Русни, то мы
дальше больше будем сидеть вот так, просто пиздеть в Ютубе, говорить о чем-то, и все. Bir-birimizga boshqa narsaga o'tiramiz. Ona yozma, sugunma, mana qilma, ona qilma. И никто ничего qilmay. Bir kim bir narsa ishlaganida yo'q. Мы ничего не делаем. Мы пытаемся, как говорится, я не знаю, как-то соединить, наверное, башкортларны, татарларны, тех, которые пытаются, как говорится, тоже против Русни бороться, но где вы? Давайте что-то будем делать. Давайте, как говорится, начнем движение, чтобы эти движения у нас были такие, чтобы уже какие-то плоды приносили, какие-то отряды собрать. Для этого нужно их тоже одевать. Оружие надо, то все это нужно. Мы же голыми руками не пойдем, наверное. Вот сколько мы можем это все, когда начинают мне там в комментариях писать там всякую ересь, типа не буди, типа ты что хочешь вторую Украину, ля-ля-ля, вот такие комментарии мне. Да хоть третью Украину, хоть 10-ю Украину, хоть, блядь, 41-45, мне похуй, главное от Русни избавиться. Как вы его будете называть, я не знаю, хоть Иваном, хоть Толстым, хоть Пушкиным называйте, хоть Кудрявым, как хотите, хоть Лысым. Главное, башкорт белән татарга урыстан котылырга кирәк, безгә шул гына кирәк, безгә башка бер нәрсә кирәге юк. Шулай итеп, авылларны әйләнеп кайттым бүген мин. Ну, шул авыл тирәсен инде, авылларны дигәчләр инде. Шул тирәләрен карап кайттым да инде. Менә шулай карап куям. Мал, туарлар, бөтен әйбер бит инде рәхәтләнеп нәрсәкәй тотып яталар монда. Бездәгеләрдә бөтен әйбер колхозларда бер нәрсә юк. Колхозлар виш үлгән, колхоз юк. Кайдан инән тишегенә колхоз бармыни? Колхоз юк, бер нәрсә юк. Бөтен нәрсә шушка фирмалары заебали, бөтен җирдә, блядь. Шушка фирмаларын югалтырга кирәк. Башка хрень всякой ерундой заниматься итеп ятабыз без. Шунларга Башкортстан белән Татарстанны без кулга алмасак, бу путсыз уже было бетте уже. Башкортстан белән Татарстан. Имансызлык мощный процветает. Шулай, шунарга туганнар, давайте мы будем как-то сплотяться, инәң башы. Короче, кушылык, аузына тычым, урысларның сүзләре да некоторые авыр, блядь. Повторить невозможно. Давайте котылык мына шул урыс теленнән, черт возьми, шул телләреннән котылык. И үзебезне телне рыважланып, как говорится, ничектер шул Башкортстан белән Татарстанга кирергә уже ничектер хәрәкәт итәргә кирәк. Булай утырып булмый, туганнар. Гомер үтә. Миңа мана 39, башкалар бит тоже картая да инде. Яшәрми дә инде. Качан хәтле без утырырга уйлыйбыз. Кемне көтеп утырабыз, мин аңламыйм. Даже если на то пошло, даже Зеленский картая. Зеленскийны теге нәрсә картая беткәнен көтәбез менә. Или кого мы ждем, я не могу понять. Кто нам, блин, когда-нибудь что-нибудь там пернет, и этот запах ждем, что ли? Когда же, где кто пернет, блин? Я не могу понять, кого мы можем ожидать вообще в таком положении, когда у нас нет независимости. Кто нам должен принести нашу независимость? Кемгә без кирәк? Башкорт белән татарны үзенә без әле кирәкмибез. Шуны эшеннән без сайлап алырга уйлыйбыз җүнле кешеләрне, которые реально пойдут, как говорится, в это дело. Как всегда я говорю, сәнәк тотып та барып сугышырга можно. Но анда бик тиз үлеп бетәбез. Шуның өчен әзгенә кулга алырга кирәк, кешечә автомат алырга кирәк, конце концов. Как-то защита куярга кирәк тәнгә. Башка каска кияргә кирәк хотя бы. Шулай, дуслар. Шунарга, белмим, мына шул инвестиция мәсьәләсен ничектер надо было больше как-то масштабно как-то его озвучивать, конечно, но может у меня мозгов не хватает, как его озвучивать, но суть я примерно пытаюсь донести, что если мы не начнем инвестировать на наши вот эти потребности именно, которые будут толкать к этому еще людей, понимаете, если мы начнем инвестироваться на какие-то оружия, на такие какие-то вещи, и к этому уже будем звать людей, уже будет более серьезное дело. А не так, что, как говорится, да, мы сейчас вот собираемся, но
давай соберемся, а потом будем искать инвестиции. Юг. Если вы можете сравнить, вот, допустим, те же вот эти всякие формирования, всякие эти сектанты чертовые, там, ИГИЛ, там, тудым-сюдым, да. Оларда ведь явно оружие было. У них все было. Просто потом они подзывали людей, собирали людей обманным путем. И все. Оларда бүтін бір бар ие. Бізде бір нәрсе yok. Біз еще ұялмайша кіші шақырабыз. Қой шақырабыз? Хз, блядь. Понимаете? Поэтому, когда начинает, как этот Кашапов сраный, блядь, начинает мозги ебать, 20 киши топ, потом решим, егерме киши топтым, допустим, а какое вооружение? Где мы будем, что будем делать-то? Где мы, блядь? Где мы, блядь? Где мы будем, блядь? Поэтому, я считаю, нужно, если появятся инвесторы, если появятся такие люди, которые хотят помочь и войти в Башкортостан, Татарстанга и взять независимость, нам нужно, как говорится, на какие-то, так скажем, на эти действия, инвестиции, чтобы мы где-то должны ездить туда или поехать должны, блядь. Где-то там мы должны кучковаться, собираться. Вот что-то такое надо, понимаете? Какое-то тыловое место керек бізге. Біз қошан қатылып, блин, жүрейбіз. Бірісі Қазақстанға қошқан, бірісі онда отыра, Руслан Габасов, Литвада отыра, мен мында отырам. Кашапов, Ташбаш, өзі, блядь, Англияда отыра. Кто хочет идти вот с нами воевать, блядь? Никто. Нам же, блядь, надо где-то что-то собрать. Чего мы ждем, блядь? Час X, блядь, как Руслан Габасов говорит. Какой нахрен час X, блядь? Час секс уже мында, блядь. X-кана түгіл, блядь. Бүтінімізді бетін сіге бітірділер. Башқұртстаннан она уже көтергенler ақшасын, блядь, 400 мың, 500 мың, уже кішіні сатып алалар, блядь. Вот, ақша керек бізге. Давайте тогда, біз де шул кішілеріні сатып алайық, тогда на то пойдет. Давайте сатып алайық шул кішілеріні аузына тащим, блядь. Где мы их соберем? Где мы их, блядь, возьмем? Как я в других эфирах говорил, давайте... Говорил Нарсакей, если инвесторы появятся, которые сейчас нам инвестируют в это дело, мы будем обязаны, иншаллах, останемся, если в живых, ну, как, по крайней мере, кто-то же должен остаться в живых, он, вот этому, кто инвестировал, если он тоже с нами пойдет, если не выживет, то, чтобы его родственникам и так далее, они должны будут подписать, мы подпишем такие договора, чтобы ему должны из казны выделить за эти инвестиции. Вот для этого нужно сперва инвестировать, чтобы войти. Понимаете, любой бизнес, потому что товар, деньги, деньги, товар, деньги, деньги, товар, деньги. Не так, что, блядь, товар, деньги, товар. Не получается, блядь. Потому что деньги, товар, деньги. Понимаете, поэтому окша, инвестиции, біз киінеміз, қолға мылтық алабыз, и кіреміз. Мына шундай гана юлына уже біз әзірлерге тиішбіз, блядь. Уже битінде 3-ші ел, блядь, Украинада соғыш бара. Бұл бітмей тұрған соғыш, блядь. Біз қошан қаділі күтеміз. Бізде уже миллион раз шансы были зайти, как говорится, эти чертовые оружия у нас в руках были бы. Людей к этому собрать, подтолкнуть к этому, блядь. С оружием, в конце концов, зайти в Башкортостанга, блядь. С оружием в Башкортостанга зайти. И раздать оружие всем, блядь. Сказать, поехали нахуй на Москву. Все тюрьмы освободить. Алсынова вытащить. Других теге 80-ларына тоже 80-90-ны шығарға керек ондан, блядь. Бүтінісіне қолына мылтық береге. Күрашасың екен құштауға, біздің білен барасың. Күтің yok, барасың нахуй. И все, мына шундай гана хал. По-другому никак. Егетлеріне бастырыр үшін, блядь, бізді қолда, блядь, нәрседір бір тин оқшабыз yok. Жыртаға боңжылар ғана шығып тойған, бойлар утыра күтіне қысып, пидораслар. Күтіне қысып утыра бойлар, блядь. Бірсі нахуй, бір пули даже алып береге уламы, гандонлар. Бірсі да нахуй. Только, блядь, Кашапов Турцияны сөйлей, Кашапов Турцияны сөйлей, затрахал уже, блядь, шо бабай, блядь, ебаный, блядь. Турциясы, блядь. Турциядан әлі бір нәрсекей, пистон келгені yok, нахуй. Какой пуля, блядь. Пистон келгені yok әлі ондан, блядь. Или прокладка келгені yok даже ондан әлі. Бушқа, блядь, қызларға. Если на то пошло. Турция, пиздят про Турцию, блядь. Поэтому, туғанлар, только өзімізге шанырға керек. И Аллах Тәлемге. Аллах Тәлемнен сұрауға керек. Мана шуны
Bizni yo'limizni och, mana shu yo'limiz bizning jihad bo'lsin. Mana shu yo'limizga biz istiharani o'qib chiqamiz, Allohga topshiramiz yo'limizni. Mana shunday o'ylar bilan biz yasharga tegishmiz. А не такими, которые пиздит этот Рафиз, блядь. Руслан да пиздит. Mana bu da pizdit нахуй. Уфа малая да пиздит deb сөйлейсіз бит енді bizni. Чтобы так не было, надо действовать. Чтобы потом не говорили, сен сөйләдің, келмәдің. Yok. Давайте мы соберемся, давайте амунирование ішлейік өзімізді, потом шығырбыз. Давайте, как говорится, әрбіріміз сөзімізді тұтайық тогда. Если менен сөз тұтырға тілегенлер болса, мен сөзімді тұтам, давай. Қоя, мына менге ярдам берушілер, қоя, бірсігіз жоқ. Мен бір өзім бет бара алмаймын да енді. Шулай, туғанлар. Если мы инвестиционную тему не придумаем, я об этом говорил этому Иршат Хаби пидорас когда айтканем. Утро Нью-Йоркта, Кутакбаш. Потом перескочил, блядь, Хаби, блядь, Кашаповка, блядь. Кімнен сұрауға, блядь. Қазір мына уланып тұрам, блядь. Тей күнні Руслан пропизделся, то, что қоядыр кімнендір сұраған, теге нәрсеке Рахимовны улымнан сұраған, который Австрияда утыра мынамында нихуя не дали, дейді бет енді бір киносында өзіні Руслан Габбасов. Ну, значит, нам надо других искать. Если они не хотят, нахуй, перепиздили бабки, блядь, с Башкортостана и не хотят, как крысы, сидят где-то в Австрии, другой, инан тишегенде қойда утырадыр. Но бізге, значит, олар керегі жоқ. И оларны да потом туғанлары бізге керегі жоқ. Башкортстан үшін, Татарстан үшін күрәшмәсә, бізге олар нахуй керек. Понимаете? Өзімізді теге маңқұртлар әлі жетіш тулып ята әлі. Маңқұртлардан құтылырға керек әлі. Понимаете? Әлі маңқұртлар миыбызны сігіп үтірәлер әлі бізні аны. Их надо еще успокоить, придурков. Их же тоже подряд всех не можем мочить, блядь. Оны ведь қатыны да бар, баласы да бар маңқұртны. Оны ведь үтірәлмейбіз бітонесін, тоже, блядь. Білмейді енді, блядь. Кешірсе біз бит енді Алланың жолында кішілер бүтініз қыра алмайбыз. А вот бізге мылтық білән келгенлеріне қырыға туры келе. Шунарға да біз әзір боларға тежбіз. Үзібізні үтереге, блядь. Даже у меня в уму, в башымда не складывается до сих пор, что я кого-то могу своих замочить, блядь. Значит, нам нужно будет их как-то, блядь, нахуй плен брать, чтобы не мочить, блядь, долбоебов. Посадить, как говорится, чтобы они подумали, вышли потом. Через какое-то время. По-другому никак. Так скажем, вместо Алсыновых, и которые 80 киши утра, засунуть этих пидорасов, которые на нас пойдут. А этих вытащить, местами поменять и все. Главное, Урыстан, Башкортостан и Татарстанда, главное, Урысны зачищать надо. Первая задача – избавиться от русни. Если мы от них, этих, как они сказали, нечистей, ебущих, блядь, избавимся, вот шундагана мы сможем Башкортостан и Татарстан взять в руки. Потом уже дальше. И, конечно же, в этот момент должны, я считаю, что Казахстан тоже на чеку должен быть уже в этот момент быть. Казахстан должен войти и взять свои земли. Это будет колоссальная помощь по очистке русни. Чтобы они сразу смогли заткнуть на той территории этих русских пидорасов, которые сзади могут пойти на нас. Допустим, Куандыкского коридора. Шунарға бізге нужно конкретно понимать, что бізге мына бір вақыт мен айтып қарадым, іште оружие көп екен, оружиесіз да кірсе болады деп мен айтып қарадым. Блять, іште оружие көп кірсек бола. Ол бит әлі ол оружиеге барып жетерге керек әлі, блять. Значит, уже какое-то оружие боларға тиіш бізде. Мы же не все каратисты, блять. Карате пацаны не можем показывать тут, блять. Против лома нет приема. Поэтому, как говорится, мы даже оружейку, чтобы взять, блядь, оружейка, да, тоже люди с оружием стоят. Мы даже обычно оружейку в ментовке мы не сможем снять, если мы не ёбнем их. Шунun үшін туғанлар бізге нешіктір подготовительный жерлер керек. Кто-то говорит, там подготавливается, кто-то там подготавливается, дейді, блядь. Әлі да духы да көрінмелер. Әлі бірсі да шыққаны жоқ.
Чего ждут? Чего ждут? Вроде меня взрослый кишилер, нәрсе күтәләрдер. Мана күтүнүн файдасы yok. Пробовать надо. Вот после пробы уже можно чуть-чуть подождать. Попробовать надо. Как говорится, одна партия должна попробовать. Испытать. Вот же, блин, украинлар Курские как рыды испытали, и нормально. Они до сих пор ебутся там. Ничего. Русня не может их ничего сделать пока. Но в чем проблема? Значит, безга надо, как говорится, тоже пробовать. Кошан хатлы утырабыз. Мана этот 24 сентябрьда, 21 сентябрьда бит энди 2 ел болду бит энди уже сугуш мобилизация башланганына. Мана 2 ел болду. 2 ел күкөй салып утырабыз, билесизби? 2 ел буе утырабыз мына. А 2 ел буе Башкортостандан, Татарстандан столько киши өлүп кетти. Не говорят, что Дагестандан пачками ульдылар, Чечнядан да ульдылар. Когда говорят, чеченцы бегут, не умирает. Нихуя. Все умерли, блядь. До хрена везде умирает. И не надо пиздеть тут. Везде умирают. А умирает кто? Bizning мусульманлар. Пусть даже манкурты ебаные. Хрен с ним. Но умирают-то наши. Значит, это для нас минус. Потому что, может, они бы одумались бы, наоборот, может, нам помогли бы на Москву пойти. Чем мертвые, зачем они нам нужны? Поэтому, туганлар, я не знаю, я уже вот разные способы пытаюсь донести людям, да, с разными способами вхожу, слева, справа, сверху, как пытаюсь доносить, да, но если мы будем спать дальше, то нам даже как бы, ну, уже рыпаться даже не придется. Просто нас уже не станет. Там 3 штуки, блядь, татар, 3 штуки башкир останется и все. И что с этим? Как они говорят, вы же русские. Все нам говорят, мы русские, оказывается. Вы же, говорит, русские. Даже не россияне, русские же вы, говорят. Я просто поражаюсь над такими выражениями, когда нам говорят русские. Он с узкими глазами черный стоит, говорит, русский он, блин. Охреневаю я, блин. А, русские, да, значит. Русские, они даже сами не знают, как выглядят русские. Вот если так на то пошло, блядь. Русские, когда говорят, что мы русские, они сами, блядь, не могут понять, как отличить своих русских. Придурочные они, блядь. Миксованный народ, блядь. Хуже нас даже миксованные они, блядь. Потому что у них, блядь, как говорится, он да кемгена югында аларда, блядь. И после этого они говорят, что мы типа русские, типа белые люди, блядь. Поэтому я не знаю, башкирт bilan татарга нужно понимать одну вещь, что без, в первую очередь, мусульман. Хоть ты намаз читаешь, не читаешь, хер с тобой. Но главное, пойми, что сына Аллах Та'алям выбрал мусульманином. А тех, как бы тоже мусульманами, само собой, все мы рождаемся, но сделал почему-то христианами. И еще не говоря, что многобожники еще есть. Но значит, если мы родились, альхамдулилля, мусульманами, без премисей, там, узбексам, башкортмасам, Дагестан, чечен, разницы нету. Значит, блин, давайте мы, как говорится, будем хотя бы придерживаться этого. Давайте мы будем как-то за это хотя бы бороться. Хер с ними. Вы, если за башкиртов и татар, если не хотите бороться, давайте бороться хотя бы за мусульман. За ислам давайте бороться хотя бы. Сколько нас чмырят, блядь, по всей России, и мы молчим, блядь. Всякие узкие общины, блядь. Лесные люди, блядь. Всякие шайтаны на нас пытаются, блядь, что-то агрессию какую-то свою показывать, и мы молчим, блядь. Сколько можно, блядь? Вот сейчас Хабирова уберут, пригонят узкожопых. Көрмейсіз міне?
Хабировна уже Назаровы, еще Ленди, атаклар куила. Все, там будет как Дагестан 2. Дагестане, вон, ушлепок усатый сидит. Что там, как будто дагестанцев нет, что ли? Умных, которые могли бы править своим народом. Нет, поставили узкожопого. А Хабирова, как говорится, с Минихановым тоже снесут, поставят других. Вот этого мы ждем, наверное. Когда поголовно потом весь Башкортостан будет узкожоповский. Где везде татар будут сидеть в тюрьмах. Так и так сидят уже. Татарстанда на днях, да, вон, всякие активисты всех засунули Татарстанда. Башкортостанда не рыпнулись даже, потому что уже видят, это знают, после Алсынова. Они не будут рыпаться. Значит, возвращаясь к тому разговору, что почему они будут рыпаться, миссис Гайта, выходите, щительге, что вы ждете? Нәрсе күтіп отырасыз, допустим, мен күтіп отырам, когда вы шалахнетесь. Вот не поверите. Мен мында яшим, білесің, как будто қонаққа келген кебек яшим. Мен, по сути, оказывается, мен мында келгенмін екен, мен даже білмеймін, нәрсеге келгенмін екен, блядь. Иногда вот такие вопросы у меня возникают уже, блядь. Потому что мен раньше Норвегияда болдым, Германияда болдым. Я тогда поцельно приехал. А вот сейчас я не поцельно вообще хожу. Хз, блядь. То в Германии был, то в Испании был, блядь. В Бельгии, да, был там, блядь. Где только, как этот, стрекоза. Бегаю, блядь. Лягушка-путешественница и на баттаге. Если бы в Башкортостане, Татарстане был бы порядок, в которых не говорили бы мобилизация, хуилизация, блядь, республика своя, независимая, Татарстан независимый, спокойно можно было бы жить. Можно было бы спокойно там быть, получать любые визы, спокойно ехать хоть куда. Ну, где эти возможности? Только с Башкортостана, Татарстанда с рта выходит одна вещь. Европа загнивающая. И еще что-нибудь такое. А как раз таки сегодня какой-то видос мне скидывали. Чуть-чуть успел посмотреть, но я понял, о чем речь. В загнивающей общежитии живут люди в Рашке. Такой бородатый один, типа нацист, короче, ведет этот репортаж. Обычно он выходит в этом. У Майкла Наки выходит иногда. Ну, как-то борода, я не помню, как его зовут. Ублюдок один. Который не любит мусульман. Ну, такой рыженький такой. Чморик, короче. Ну, явно финно-угор какой-то. И вот этот обсуждает, ну, там снимает вот этот репортаж. Я чуть-чуть посмотрел, минут 5 вот сейчас только что. Потом скажу, сейчас в телефон возьму. И там, блядь, одни колдыри. В общаге одни колдыри. 11 детей у одной, оказывается, деньги не получают от государства. 11 детей у одной колдырки денег не получают. И потом какой-то разговор идет там. В месяц зарплата, говорит, не соврать, у кого зарплата, блядь. У какой-то типа бухгалтер, не бухгалтер, вот какой-то, блядь, оператор, ну какой-то хрень, 3500 зарплата, оказывается. А у другого, у кого-то там пятерочка, говорит, такие работы, говорит, 10 тысяч рублей зарплата. Вот так люди живут. 3500, 10 тысяч. Манашунды, Россияда, Башкортостанда, Татарстанда еще они говорят, что Европа загнивающая. Вы что, ебанутые? И не нужно меня отрицать, что Башкортостанда не нищета. Мне тоже Башкортостан, я знаю, я там какие цены знаю, как люди живут, как, точнее, блядь, пытаются найти деньги каждый день. Вы не думаете, что именно вы получаете там полтинник там, или 100 тысяч, и вы кайфуете, а башкаларны уйлағыз? Башкалар олай ақша алмай.
Mana men o'zim личный ankamni bilan pensiyasi 10 ming. 10 мing пенсия, понимаете? 10 мing рубль. Это уму непостижимо. Шунарга, блин, бана, этот, как вот люди живут, я не могу понять, блядь. Поэтому после всего вот этого, что происходит, я одну вещь только понимаю, что рабы, которые, блядь, готовы своему барину ташаган уберге. И, как говорится, таким образом, молча, проглатывая все, жить дальше. А если мы вот это будем проглатывать, блядь, потом дети наши какие-то болваны вырастут. Явно bizning tilda сөйләшмиләр алар. Урыс тілінде сөйләшәләр, потому что у них не будет другого выхода, потому что все школы русские. Потом после них мы попытаемся их сделать татарами или башкиртами. Но мы заебемся сделать их таких. Мы не сможем их сделать так. Бить будем? Что, блядь, нахуй тоже не дело, блядь. Балаңны бәргәләп йөрергә. Нахуй аны тогда тудың, блядь. Потом. Bütün телефонлар, bütün әйберләр, блядь, на русском языке. Все вот это. И нищета вдобавок к всему этому. И все, если мы это все приплюсуем, и нам что, слабо встать за это? Люди вот здесь, во Франции, люди за то, что, блядь, чуть-чуть, блядь, на пару центов, блядь, если урежет, блядь, евро у них на работе, на железной дороге, или в электросети, или где-нибудь, они выходят революциями. И нихуя с ними не происходит. Попиздятся с ментами, и все, дальше живут обратно, тихо, мирно. И цены им поднимают. Или там обещает, кто-то выходит и говорит, все, я решу вопрос. А безда? А безда? Мы ходим, блядь, какие-то горы защищаем, блядь, куштау, хуяу, блядь, какие-то херней маемся. А никто, блядь, нахуй не вышел. Почему же у нас пенсия маленькая? Почему ЖКХ дорогое, блядь? Никто не вышел. А sizga bu звоночек түгелме, случайно? Я думаю, это звоночек, если уж на то пошло. Значит, башкирт белән татарга я призываю вспомнить слово месть. Мы должны мстить. Другого варианта нет у нас. Да, вы можете сказать, блядь, какой-то, блядь, нацист утра, блядь, какой-то террорист, блядь, еще аляким, нахуй, мы им насыгрга можете. Да хоть как думайте, нахуй. Нет, я обычный человек такой же, блядь. Просто я хочу, чтобы, блядь, мой народ очнулся и уже, блядь, понял, что, блядь, кто его ебет и кормит, блядь. Только тут первое только. Не кормит никто нас. Вот в чем проблема. Только сигалар bizni. Башкортстанны умырып бүтін ақшасын алдылар, блядь. Татарстанны да шулай имәләр. Ә без шыдап утырабыз нәрсәгә? Нәрсәне көтеп утырабыз соң без? Мен аңламыйм. Мен уйлыйсыз, мына теге бу нәрсә сөйли икән, блядь? Бу нәрсә сөйли икән? Кемгә сөйлисең нахуй дип уйлыйсыздыр инде, әйме? Мен Башкортстан белән Татарстан халыкка сөйлим, если что. Пытаюсь дозвониться до вас, но вы трубку не поднимаете никак, понимаете? Әйтергә, давай, туган, сен дөрес сөйләдең, мен кушылам синең командаңа. Дигән кеше юк әле. Как кто-то разговаривал, яшьләр генә бар. Ну, яшьләрне мин аласым килми. Алар просто, главное, моральный дух пусть поддерживают. А мин әйттем, 30-дан 50-гә хәтле мужиклар кая дидем. 30-дан 50-гә. 30-га хәтлесе дә кирәге юк безгә. Я даже это не беру из тех каких-то придумывания. Просто мин беләм, что 30-га хәтле кеше долбоеб.
Я по себе знаю. Утыздан соң гына мозги на бигрень начинают выходить и начинают шарить они. До 30 они все бестолочи. Точнее, мы все. Кызлар сигип йөрибез, туда-сюда. Шундый хәлдә йөрибез без. 30-дан соң уже у нас должно быть, блядь, мировоззрение уже конкретно, уже все. За родину. Топить за родину. Шунарга 30-дан 50-га хәтле мужиклар чыгырга тиеш и должны изъявить свое желание воевать против Москвы. Я призываю прям таких людей. Телеграм-каналым бар, язалыгыз дидим. Шунда сүйләшик, давайте будем решать, собираться. Онда бар бер кешеләр, онда бар, мин юк диялмим. Бар кешеләр, рәхмәт аларга. Но без әз. 10 кеше белән дә барып булмый бу эшкә. Минимум 1000 кеше дидем мин теге раз. 1000 кеше, үзегез хисаплагыз. Үзегезнең фикерләрне килтерегез безгә. Давайте мы будем действовать. Может, сез раньше были военными, еще лучше будет. Может, вы еще кем-то были там, юрист, экономист, с мозгами люди. Укыган, аграрный, университетларны бетергәннәр. Там все вот это. Ну, давайте, реагируйте как-то. Давайте мы будем что-то делать таким образом, чтобы мы были умнее своего врага. Что мы, тупее, еще тупее, что ли? Как в фильме? Мин алай уйламыйм. Башкортстанда, Татарстанда күп акыллы кешеләр. Просто акыллы кешеләрдә курку нәрсәсе күп тоже. Шул курку дух юклыгы и так далее бездә вот с коммунизма выработали и нас, блядь, күткә утыртканнар инде, короче. В свое время, наверное, я бы тоже, наверное, в это дело не влез бы. Меня вопрос, если вы будете задавать, я бы тоже в это дело не влез бы. Может быть. Но мин аңлап җитеп, что мана шул гомердә безне халыкны ни за что кыра башлаганда мин подключил, как говорится, конкретно үземне теге гомер буе уйлап йөргән нәрсәләремне, хисләремне, что урыслар бит безне гомер буе мыскыллаган икән. Без мыскылланып яшәгәнбез икән. Гомер буе и шунарга мин тордым. Мин шунарга бастым. Монда ата-бабаларны даже кыстырмыйм да. Мин үзем өчен, үземне гомерем өчен бастым мин. То миңа язалар монда татарлар, мин татар дип еще битәр язып куя. Мин урыслар белән әйбәт яшим дия. Или бер башкорт хатын яза. Мин дә әйбәт яшим дия. Син пургу метешь там туда-сюда, террорист, әллә нәрсә муйымны тегә башлыйлар комментариядә. Но мин аңлыйм сезне. Вы не хотите. Но если вы такие, блядь, патриоты, какого хуя тогда на Украину-то идете? Кутагызны кысып утырыгыз тогда өйдә, блядь. Если вы такие вот, вам друзья русские, там кто-то пишет, друзья у меня есть и узбеки, там и чеченцы, я татарин, дигән, бүген мана прям, бүген, блядь, вот помни, потом почитаем. Вот, шулай. И чё? И чё? Миндә да урыс дусларым бардыр, блядь. Но я с ними не говорил нахуй о той теме, когда сказать, блядь, что-то Москва выебывается, я буду их ебашить. Да еб карыйм әле шул урыс дусларыма. Что они мне скажут икән, как вы думаете? Поэтому у каждого есть свое круг общения. И этот круг общения, нахуй, тебе, блядь, тебе лично, может, поможет. Но Башкортостан для Татарстана независимостью они не помогут. И я вот до сих пор, вот я сейчас вникаю одну вещь. Как мы так жили, блядь, с узкожопыми? О, салям, Мурат. С узкожопыми столько времени, что, блядь, нахуй, бизнес, олар полный рост сиккенлер, а мы молчали, нахуй. Вот этого я не могу понять, блядь. Вот сколько мы вот это могли терпеть, а?
Получается, если бы не эта мобилизация, они бы, как говорится, наверное, так же спокойно жили бы. И никто ничего не рыпался бы. А как вот началась эта мобилизация, мы очнулись. И это значит, о чем это говорит? О том, что Аллах Та'алям бізге пытается донести разными способами, кто здесь друг, а кто враг. А мы сидим сложа руки. А если мы дальше будем сложа руки сидеть, то весь Башкортостан с Татарстаном останется узкожопым. Наших там не будет уже. И мне рыпаться, возвращаться не надо будет, потому что там нехуй делать будет, наших уже не будет там. Остаться в живых нахуй будет. Так, комментарии. Комментарии, наверное, тут сами общаются. Салават Абы. Не бунтуют, а хотим жить нормально, не холопом. Правильно. Так. Да, давайте разбежимся от Рашки. Само собой разбежаться надо. А что объединяет удмурта и русского, а чеченца и калмыка? А что вообще у русского и аварца? Угу. Виктория, да, повторяю вопрос. Россия это федерация, федерация значит союз и объединение. Куда входят республики? Так, покажите русскую республику в Российской Федерации. Ну да, кстати, еврейскую республику же дали они. Где-то там на Чукотке, блядь, им дали еврейское, блядь, государство, блядь, землю, блядь, ну просто я поражаюсь, блядь. И что там в этом, блядь, захолустье там евреи живут, думаете? Вот интересно, блядь. Евреистан, да, у них там? В жопе мира где-то там. Еще плюс еще на чьей земле оно, блядь? На земле бурят или якутов, или на чьей земле они вообще живут там, блядь? Евреистан дали, понимаешь, блядь? Нам еще отдельно будет тема, блядь, с евреями еще разобраться, блядь. Не только с узкожопами. Еще с евреями надо будет разбираться там, в Рашке. Им нахуй тоже этот кусок земли надо будет отделять. Чтобы не воняли, блядь, лишний раз. Так, туғандар, дальше давайте по новостям пройдемся. Ну, примерно, мен надеюсь, аңлаттым енді туғандар сізге насчет инвестиций в наше дело. А вот таким образом мы дальше не пойдем. Потому что и сидеть сложа руки без инвестиций, это полнейший, блядь, идиотизм. Это то же самое, просто как баламуты детские, говорим с одного места, блядь, с Англии, другой говорит, блядь, с Франции, другой с Литвы, блядь, другой с Нью-Йорка, пиздят, и бірсіне ақшасы yok, блядь. Просто они хотят поднять, сполыхнуть, блядь, так скажем, блядь, народ, и народ стать должен, оказывается, бесплатно. И пойти. Вы что, идиоты? Народ, блядь, который, блядь, Путин кормит и поет, нахуй, по 500 тысяч, блядь, нарыло, блядь, грубо говоря, сейчас уже, да, ведь? И по 3 ляма, блядь, за человека и пиздует на Украину. Вы хотите, блядь, вот эти, кого я перечислил, я в эту тему не захожу только. Хотите бесплатно вывести башкортостанский татарина, бесплатно вывести на амбразуру? Ну, это полнейший ебанизм. Полнейший, блядь. И понимаете одну вещь, что я не знаю, я по жизни, наверное, торгаш, блядь.
Я понимаю, что такое базарная нахуй экономика, блядь. На базар, даже ты продавца, блядь, просто так не сможешь поставить, блядь. Если ты хотя бы этим деревянным рублями не будешь платить, блядь. Продавец даже не выйдет бесплатно, чтобы твои, блядь, нахуй арбузы попродавать, блядь. Понимаете? Потому что у продавца тоже есть семья, блядь, которую он или она хочет кормить. И тут то же самое. А эти, понимаете, которые Хозанда нәрсе, вот это искать шру, забыл, блядь. Блядь. Хатыр күні, блин. Хатыр күні в Казани, да, должны были провести Хатыр күні, и узкожопые всех вязали там. И всех засунули там, да, уж перечислять не буду. Куда-то я там в Телеграм загружал, ну уж сами видели, наверное. Выпустили, кстати, или нет их? И вот, прикиньте, вот они бесплатно как бы ходят, оказывается. Вот они ходят бесплатно. И чё? Думаете, бесплатном есть результат? В 21 веке в бесплатном деле есть результат? Плюс, блядь, с плакатами. Я не вижу вот этого. Вот этого я не могу понять, блядь. Когда вы говорите, что вот эти сектанты, блядь, всякие игиловцы и всякая вот эта шушера, блядь, тупая, или там, блядь, собрали людей, да, это вот пидорасы, да, думаем, блядь, они умнее нас, блядь, как они собирают. Они же за деньги собирают людей. Они обещают денег, там, по 2-3 тысячи долларов в месяц, блядь. Люди едут семьями туда, они потом их наебывают. Примерно так. Они туда попав, уже назад не могут уехать. Вот такая тема там. Но у них тема ебанутая. У них нет земли. Они нет землю. Юх, жирно аларга улилар. А у нас-то есть земля, у нас есть идея. И мы не ИГИЛ. И не сектанты какие-то хуевы, блядь. Мы обычный народ, блядь. Который хочет просто взять Башкортостан для Татарстана и, как говорится, нормально жить. Точнее, каким образом нормально жить? Это в первую очередь не воевать на Украине, как говорится, дружить с Европой, с Америкой и со всеми контингентами, которые вообще есть на Земле. Хоть с Луной, блядь, дружить мы можем. Если не будет Путина у нас, понимаете? Путин везде засунул свой, как говорится, лапы и везде контролирует. И этот полнейший бред мы должны как-то нахуй уже решить. Так, ладно. Идем дальше. Так, сверху вниз, как-то будем читать уж. С новых каких-то вещей начнем. Так. Вот эту тему в тот день говорили, вот сегодня как бы, так скажем, в бумажном виде будем прочитаем. 6 сбежавших из РФ дезертиров добрались до Франции. Вот, до меня, оказывается, добрались они, блядь. Вот, блядь, а. И вот, Карагас, вот эти 6, как говорил телеканал «Дождь»,
Это тоже тут прочитаем тоже. Это люди, надо выяснить конкретно, конечно, но я точно уверен, это узкожопые. Понимаете? Это узкожопые люди. Ни хера там нету ни татар, я думаю, и башкортов, которые бежали. Или там дагестанца внутри, или чеченца какого-нибудь там, ахматовца. И явно в этой куче нету. Вот поэтому, как говорится, которые бежали 6 человек, это русские. А может, евреи. Хз, блядь. И вот то, что им дали, и они какими-то бумагами официально, блядь, тудым-сюдым тут написано, через правозащитники, помогавшие с отъездом, они каким-то образом выехали с Казахстана. Теперь, тут вопрос вам. Бұлар, урыслар точно болған. Потому что в Казахстане они тоже жили еле как. Потому что казахи их, наверное, всяко гнобили. А башкорт белән татарны, Дагестан, чеченны в Казахстане никто не тронет. Только менты могут вас поймать и отослать, если запрос будет или что-то, или где-то там вы накосячите. Поэтому я призываю Башкортостан и Татарстандан, и кто там, Дагестан, Чечня, ну они больше шаристые, у них связи больше, а вот Башкортостан и Татарстан тупят они, обращаться ко мне, пишите мне вот в телегу, захотите выехать, пишите мне, я вас всех вывезу. Именно Башкортостан и Татарстандан вывезу, чтобы вы не ходили на войну. Вот, я 1000 раз уже об этом говорил. И вот эти пути, как они говорят, там бумаги нужны, и это, так, они ждали, как целки нахуй там, где-то там. Что-то потом их помогли, они выползли, блядь. Ну, полное дерьмо это. Если бы вот такие, блядь, вещи я ждал бы там, блядь, нахуй, я бы точно оттуда не выехал бы. Мен ондай белән көтеп утырмадым. Мен урманнан гына кирдем да куйдым, блядь, башкача килеп утырмадым. Бер виза да кирәкми, бер нәрсә кирәге юк. Ә безнекеләр, Башкортстан белән Татарстандагылар, әзгенә даунрак. Олар белмиләр, олар чыкмаган, кроме Турции, они ничего не знают. Они же все любят Турцию только. Они знают только вот Турция и обратно, Турция и обратно. Вот так. Вы же не можете, блядь, даже, я не знаю, блядь, дальше, блядь, своего носа увидеть что-то. Поэтому, если вы начнете бежать откуда-то нахуй, пишите мне, блядь, я вас вывезу. Вот сидя здесь, я вас вывезу правильным образом. Не нужны вам нахуй ваши визы, не нужны. Только қолыңызда загранпаспорт қана болсын. Шол загранпаспортны хоть күтігізге тығып шығарыңыз. Казахстанға внутренний паспорт белән кірегіз. А потом нәрсәкәй белән шығырсыз. Наружка белән. Наружканы күрсәтмәгез кергәндә, чыкканда. Чтобы не подумали, что ты съебываешься. Просто скажите в Казахстанга, қонаққа кетіп барам, нәрсәкәйгә, биш бармак ашарға. Ну, шулайрак инде. И все. И не нужно сидеть с 23-го года, они, или с какого года эти придурки сидели, блядь. Короче говоря. И вот, что они пишут в Франции. В 2023 году Национальный суд Франции по вопросам права на убежище СНДА постановил, что дезертиры из российской армии и россияне, бежавшие от мобилизации, имеют право получить в стране статус беженца. Как уточняло агентство IFP, в июне 2024 года с тех пор предоставил такой статус 102 россиянам, бежавшим от мобилизации, но дезертиров среди них не было. С начала мобилизации в суд попали 13 тысяч дел за отказ от службы. Один сбежавший отучился в военной академии, где получил звание лейтенанта, пишет узкая BBC. Он пробыл на фронте в Украине полгода. Уйти в отпуск ему удалось в конце августа 2022 года. Но Мондаинда, что я могу сказать, туганлар? Только повезет тем, которые не идут на войну
и которые сейчас уже с головой дружат, и, как говорится, я уже наблюдаю, как пишут мне в Телеграм. А соғышқа барғандар, вам только один путь. Выйти в сторону Украины. Назад вам пути нету. Свои же вас в яме посадят и загнобят. Примерно так. Вот. В Армению, в Казахстан, да. В Армению даже не думайте ехать. У Кутакбаштарга. Поэтому только в Казахстан. Вот так вот. Так что не тормозите. Казахстанда кишлер бар. Есть что помогут. Найдем. И главное, чтобы сізді әзгіна оқшағыз болсын, чтобы там пожить где-нибудь. Там снять и пожить где-нибудь. Мана шулай. Но главное, вы не ждите визу. Не ищите визу там, блядь. Не ждите нахуй. Не сверкайтесь. Вот, вы, если вы подадите на визу, это уже сами себя сдадите. Поэтому только шығып кетіңіз нахрен. И все на этом. Итак, еще какая-то хрень дальше. Сбежавшие военные рассказали, как их вербовали в колониях. Получается, опять какие-то нахрен зэки, блядь. Про зэков почитаем. Так. Мне никто не пишет. Сбежавшие с позиции военнослужащие 132-й бригады 109-го полка 3-й роты Дмитрий Островский и Вячеслав Трутнев рассказали изданию Астра, что творилось в их бригаде и как их вербовали в армию. Ранее солдаты покинули место службы, не выдержав приказа пьяного командира с позывным Прокоп. Тот требовал, чтобы солдаты отправились на новую горячую точку ночью по минным полям. До этого туда же ушли 3 группы и не вернулись. Трутнев и Островский сообщили, что их завербовали в мае 2024 года, когда они отбывали сроки за распространение наркотиков. Вячеслав находился в колонии 10 Рубцова Алтайского края, Дмитрий в колонии Иркутской области. Мы отбывали наказание в колониях, и там начали завинчивать гайки и гнать людей на войну. Давали иллюзию выбора. Вот у тебя, например, подходит УДО через 1,5-2 года. Якобы зачем тебе УДО, когда ты можешь годик отвоевать на СВО, получить деньги и вернуться чистыми. А если нет, то никакого УДО не видать. Может даже накинут за дезертирство. И вообще штрафной изолятор твой родной дом до конца срока отбывания, рассказали бывшие зэки. Вербовщики обещали, что к зэкам на войне будут относиться не хуже, чем к обычным солдатам, и что они получат высокие выплаты. Но за 4 месяца на карту не пришло ничего. О, кидалово! Видите, как узкожопые кидают своих? Кроме так называемых подъемных денег. Кроме того, мужчины пожаловались, что их воспринимали как скот и отправляли на тупые миссии, откуда нереально вернуться. Где сейчас находится Трутнев и Островский, неизвестно. Девушка Вячеслава предположила, что ролик мог быть записан в украинском плену, но это не подтверждено. Ирина Трутнева отправила в Минобороны заявление с просьбой найти сына. Астра разместила 2 видео, одно из них жалобы на командование записано солдатами еще на позиции, второй прислано в редакцию. Вот так вот. Мана. Курдегес, мана. Даже Охшада Бирмиляр, Кидалова конкретно. Ну, вам не кажется, что это ИГИЛ, блядь? Мне кажется, что это схема ИГИЛа, блядь. Охуенная тема, да? Откопал, да, эту тему, блядь? Выкинули то же самое. Звали по $2000 на рыло. Ехали туда долбоебы с семьями. Потом хуй возвращались. Ну, кто туда ехал? Ехали туда такие отчаянные, так скажем, мусульмане. Таджики, кыргызы, узбеки, дагестанцы, чеченцы. Вот такие люди ехали. Ингуши. И пиздец нахуй. Кстати, вот здесь я знаю дед ингуш. У нее дочь там. Кстати, у меня был знакомый тут ингуш. У нее дочь там, короче, с мужем. Мужа убили, а она там по рукам пошла. Вот вам и ИГИЛ. А потому что туда возврата нет оттуда. У нее то ли 5, то ли 6 детей, говорила он.
или, блядь, до хрена детей, он говорил. Короче, назад пути нет. Ну, они истинные мусульмане, как бы. И поэтому назад им пути нет. И она не может оттуда выбраться. Живет, говорит, в палатках. Где-то между Сирией и между какой-то пизде, блядь, какой-то. Вот так и живут люди. Ну, я не спросил ей, сколько лет, но я понял, примерно ей где-то от 30 до 40 лет. Если столько детей нарожала. Явно не 50 лет ей. Вот такая вот херня. Я охренел, когда он сказал, что ингуш. Моя, говорит, дочь. Он, ну, как бы он в печали, наверное, конечно. Ну, а помочь, говорит, не могу. Должен, говорит, как-то помочь деньгами, не знаю, как, говорит. Вот такая херня. Ошло тукло, шунда яши и гилда. И вот теперь, что я хотел сравнить, блядь? Вот сравниваю. Обещали по 2 косаря дать. Ну и чё? И тут то же самое. Обещали нахуй дать. Вот многим, вас всех кидают там вражки, блядь. Обещали вам дать на войне, блядь, бабла по 2-3 ляма, блядь. Нихуя не дают. Кидают. Круто, да? Поэтому Башкортостан на Татарстанга еще раз я хочу обратиться вот именно по инвестиционным темам. Нам нужны инвесторы, которые нужны такие, которые обеспечат нам, во-первых, оружием, всей вот этой хуйней, плюс тем людям, которых мы будем звать с Башкортостана, с Татарстана, чтобы они подключались за нашу независимость. Им нужно будет платить. Поэтому нам нужны инвесторы с большими деньгами, которые не будут кидать наших. Мы не позволим кидать, давать кидать. Деньги, потом человек работает. Деньги, он работает. Деньги, он работает. Вот таким образом. Каждый месяц оплачивать там, сколько там мы договоримся там. Вот столько бабла откинули домой родителям, там, жене, детям. Он идет служить. Вот так. Ну, точнее, не служить, а идти на Москву. Тут служить-то не надо. Нам, может, 3 дня хватит, блядь, Москву ёбнуть. Шундыхаль. Вот, короче, мне одна пишет сегодня. Бедный Светлана Малинкина. Бедный башкирский Кутакбаш. Без мата 2 слов связать не можешь, а родину свою в крови утопить мечтаешь. Тебе как хохлам на Майдане по 20 тугриков платят, что ли, так агрессуешь? Или с бадуна? Светлана Малинкина. И что такое? Пятакся. Я за тугрики нахуй не работаю, блядь. Понимаешь, да, блядь, нахуй? Я работаю нахуй Аллана Юланда. Потом, что там, блядь, с бадуна я не бухаю. Аллаха шукр, я не бухаю. Мат это мой, как говорится, косяк. И, как говорится, я буду сам отвечать, иншаллах. Аллах Талям сам, как говорится, примет меня, как есть. И то, что хохлам на Майдане, вот такой вражки, такой маразм, да, вот этот такой аульский кишлачный маразм, да, ведь, что у них, блядь, уже, блядь, тенене синген, вот в кожу уже впиталось у этих пидорасов, что там в Украине хохлы только живут. Не украинцы, а хохлы там живут, блядь. Вот это меня убивает, блядь. Такой маразм воспитали, блядь, эти, блядь, финно-угры сраные, блядь, нахуй, узкожопые, что они не умеют даже общаться. Поэтому, когда этим пидорасам я говорю узкие, нахуй, а кто такие, мне спрашивают, блядь, люди? Это русские, узкие. Вот я тоже таким же маразмом хочу общаться, блядь, нахуй. Как и вы, блядь, когда вы говорите, что там чурки понаехали, блядь, хохлы, нахуй, вербуют, понимаешь ли, меня на Майдане. Неизвестном Майдане притом. Сижу во Франции, но меня во Франции хохлы меня вербуют. Охуеть, блядь. Ну, я вас в тот раз уже говорил, скажу, что не то, что меня вербуют, они мне даже хату не дали, хохлы. О вербовке вы говорите, блядь. Хочу вас обратывать. Узкожопые. Так, второй пишет, что несет придурок.
Мунир какой-то пишет. Вот главное меня убивает Мунир, блядь. Мунир Хайван, татар за меня. Жин 40 политика уйны. Калтык ебаный деген меня. Калтык ебаный. Инаңның батаге Мунир, блядь. Политика мен уйнамайм. Мен политика уйнарға мында отырмайм, блядь. Кутак баш. Сені башыңа сіңдіреге ойлайм, блядь. Политика мен уйнайм екен, блядь. Батаге. Тапқанмын уйын, блядь. Герои России, которых мы заслужили, имеют право, ведь на них держится путинский режим. Спорим, что ему ничего не будет. Пассажир разгромил автобус в Архангельске. Этот долбень вернулся с этого. С войны, короче. Ему все можно, блядь. Ну вот, блядь. Нищета, демография и забота государства в 2 часах от Москвы. В 2 часах от Москвы есть общаги чмошные, прикиньте. Вот про это я до этого говорил вам. Ну, можете посмотреть. Крик души, как выживает Россия. Ну да. А что? А это было всегда? Вы не знаете, что такое еще уфимские общежития, блядь? Я в свое время, когда учился в Уфе, в Шараге, блядь, нахуй. В Шараге, блядь, общагу вы видели бы, блядь. Ебуть того хотеть, блядь. Я со своей общаги, помню, блядь, вспоминаю, блядь, до сих пор, увидел, блядь, скелет головы, нахуй. Чьей-то, блядь. С волосами, помню, блядь. Вот стою, блядь, вот что-то жрачку готовлю, наверное, на кухне я. И потом хуяк смотрю вниз, блядь, с этажа, блядь. А там, блядь, голова, блядь. Я охуел, блядь. Ну, в то время, наверное, еще молодой я был, глаза видели. Вниз смотрю, а там голова чья-то. Охуел я, блядь. А потом через какое-то время нам сказали субботник выйти. Вышли, и мы в натуре мы нашли эту голову, блядь. Ну, короче говоря, какие-то собаки притащили человечью голову, блядь, нахуй. Откуда-то откопали, блядь. Где, кто не глубоко закопал, непонятно. Вот такие времена были, как говорится, 2000-е года, блядь, в Уфе. Головы валялись везде, блядь, нахуй. Сука. Вот так вот. Это так, воспоминания молодости. Регионы начали... Однажды в Башкирии пишет. Регионы начали сокращать расходы ради поддержки СВО, но в Башкирии почему-то это не наблюдается. Речь о сокращении расходов вне бюджетных фондов губернаторов и перераспределении средств в региональных бюджетах. Увеличение поддержки СВО предусматривает региональные выплаты контрактникам, закупки техники, амуниции, затраты на реабилитацию участников СВО. О, амуниция, да. Вот на амуницию нам нужны инвесторы. Вот что я хотел сказать, блядь. Вот правильное слово. Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозненко заявил о сокращении в регионе общественно-культурных и концертных мероприятий, форумов и об увеличении поддержки СВО. Поручил руководителям управляющих комитетов предоставить предложение по перераспределению финансирования с праздниками фестиваля в пользу поддержки СВО, сказал он. Кроме того, будут ограничены командировки сотрудника администрации, если не связано В Башкирии, к сожалению, ничего подобного не наблюдается. Ради Хабиров не пропустил ни одного праздника и учреждает новые. К тому же в республике привлекли Ялтинский форум. Получается, мында один вердикт выходит. Хабиров күтіне почти уже сігілген. И ули нищик, блядь, подмазаться Путину. Любыми способами делает все, лишь бы остаться, блядь, на весу. Чтобы вместо него не припиздил какой-нибудь узкожопой. И его куда-нибудь не пульнули на Канары или на Нары. Вот примерно вот такая тематика. Потому что уже его Оганесян какой-то ушел, блядь, куда-то нахрен. В обезьянник, поэтому потихоньку и идут к ним. Точнее, к нему. Так, идем дальше. 9 октября в прошлую среду Рамзан Кадыров объявил кровную месть единороссам, депутатам Госдумы Бехкана Барахоева, Резвану Курбанова, а также Сенату Сулейману Керимову. Прошло целых 5 дней, и что и где.
Нет, конечно, кадыровцы типа Абти-Алаудина всех уже приучили воспринимать их как клоунов, но в данном случае хотелось бы уже каких-то реальных действий. Чем больше они друг друга перебьют, тем быстрее рухнет диктатура. Это пишет «Свободная Удмуртия». Когда объявил кровную месть, но умеешь только снимать тиктоки. Ну, короче говоря, это тоже 1-1, блядь, в подобие Турции, блядь. Турция тоже, блядь, если помните, пару месяцев назад пропиздошилась, типа она войдет в Израиль. Хуя нахуй. Уже кыш, блядь, уже жайкиля иртага, блядь. Уже все, цветы цветут, блядь, нахуй. А Турция сидит у себя в Стамбуле и нихуя никуда не рыпнулась. Палестинцы так и как и умирали, так и умирают. Война идет, и все. Так что... Ой, повторюсь опять узбекским с нашим прикольным словом. Ko'tingga javob bergani o'rganinglar, zaybal qildilar уже. Ko'tingga javob beringlar, блядь. Turkiya ham, Kadyrov ham boshqasi ham. Ko'tingga javob ber, gapirdingmi, ko'tingga javob ber. Jallablar. Так. Руководителю проекта дознания Ильдару Исянгулову надо не просто сломать нос, а надо сломать ребра и голову. Вот этот я просмотрел. Тот самый из башкиртов. Короче говоря, тут, короче, война с БСТ. Башкирт компания, телекомпания Соблян, БСТ, блин. Он, да, короче, бар какой-то хуй. Дознание Ильдар Исянгулов, как я понял. Он, короче, и еще там еще один какой-то в конце, блядь, еблан, блядь, что-то пропиздошил. Типа, блядь, нахуй, такие угрозы, блядь, нельзя, туда-сюда. Ну вот, с пруфов, короче, как я понял, корреспондент ляпнул, блядь, на вот это, на дознание, что одной пидораске сломает нос, нахуй. И он как бы слово сдержит. Ну, надеюсь, башкиртлар слово сдержит. Надеюсь. И ёбнут ее, блядь, в нос. Но ему надо будет потом бежать оттуда, конечно, блядь. Опять засунут, потом СВО, туда-сюда. Короче говоря, суть какая, блядь? Суть насчет Рауфы Рахимовой. Нужно, я думаю, сплотиться. Но по словам Руслана, то, что она какая-то такая, сякая, короче, мы так примерно вот так поняли, кто она такая, мы же не знаем. Поэтому нужно подключать Рауфу, если у них в их распоряжении есть бабло. Короче, таким как образом, как инвестора. А Башкортостанга все силы, все методы хороши. Поэтому нам нужны такие люди. Нам нужно как-то найти, как говорится, с ними время, перепиздеть с ними, чтобы они нам где-нибудь рожали бабло, чтобы мы могли вооружаться и, как говорится, готовиться. Примерно так. Бізге мына халық ішінен бывший депутатлар, қуылғанлар, или там бывший президент, эти предприниматели, которых ёбнула Россия, они сбежали. Примерно вот из таких людей бізге ақша нужно, как говорится, выжимать. И их привлекать к этому, договариваться с ними. И чтобы они инвестировали со всех сторон. Поддерживали нашу организацию, которая будет, как говорится, мощнейшим сопротивлением против Москвы. Ул дегені бүтін халық, башқұрт, татар, Дагестан, Чечен, чтобы всех нас нужно сплощать вообще, по идее, всех. Ну, само собой, как говорится, если эти инвестиционные проекты начнутся у нас, в первую очередь, допустим, если уже где-то они не идут, то дальше, может, и чеченцы подключились бы, и дагестанцы подключились бы. Таким образом, мы могли бы создать интернациональную какую-то группировку, понимаете, против Москвы. Вот только таким образом мы сможем победить, понимаете? Потом мы, может, к ним и возьмем других. Но не нужно забывать одну вещь, что без мусульман юлында, ислам юлында бу ishni ishlarga tiyishmiz. Поэтому bizda не должно быть такой интернационал в виде узкожопых. В нашей команде узкожопых по идее не должно быть.
Понимаете? Если мы идем мочить узкожопых, и к нам прибегнут узкожопые, как это так будет, блядь? Как, блядь, Сибирь, батальон Сибирь нам не надо. Нам надо реально такой, который... Пусть нас будут назвать басмачылар. Мы будем басмачами. Басмачылар боламыз біз. Басып аламыз Москваны нахуй. Другого варианта нету. Итак, дальше, вот опять началось. В Москве 14-летнюю дочь участника СВО изнасиловал судимый за аналогичное преступление мигрант, которого помиловали за участие ЧВК «Вагнер». Как стало известно, уголовное дело в отношении него на днях уже поступило в суд, но рецидивист опять просит отправить его на войну. По нашим данным, 20-летний уроженец Таджикистана Имамали Мирзоев был приговорен Шелковским горсудом Подмосковья за изнасилованные действия сексуального характера к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы. В сентябре 2022 года он был помилован президентом за то, что отправился на войну в составе «Вагнер». А в мае 23-го мигрант получил российский паспорт с пропиской в Башкортостане. Вот кутаксанага, блядь. Позорище, блядь. С Башкортостана, ублюдок. На свободе Имамали Мирзоев познакомился в онлайн-приложении с 7-летней москвичкой, чей отец участвует на СВО. И в конце декабря 23 года приехал к ней домой посмотреть фильм. Извращенец силой принудил школьницу к близости и сбежал. В Москве участник СВО изнасиловал. Теперь насильник просит снова отправить его на СВО. Бинго СВО. Озубилля. Озубилля. Вот. Мына мындай кутак башларны точно надо кастрировать, блядь, нахуй. Реально, чтобы олар сігішіп жүрмәсінлер бір қойдада, нахуй. Позорище, блядь, нахуй. Потом мне начинают пиздеть. Вот, сен бит мұсылмансың, сен олай етмә, былай етмә. А бұл нәрсе таджик, блядь. Мында, блядь, балаларны насиловать этих гюрилер, нахуй. В этой сраной войне, блядь. Вот до чего докатилась эта война, блядь. Насилуют, блядь, нахуй. 14-летних, нахуй, и так далее, блядь. Рахат дуньода яшибыз. Вообще рахат дуньода яшибыз. Я вам скажу, блядь. Просто херею я, блин. Каждый маньяк, каждый второй маньяк, каждый ЧВК Вагнер, блядь. Ой, блин. Тошнило одно, блядь. Так. Ну, мощный взрыв на АЗС в Грозном, короче, было, да, на днях. Слышали, наверное. Так, идем дальше. В Петербурге и Волгограде избили участников войны с Украины. В Питере неизвестно напал на участника войны с Украины. Об этом сообщил Следственный комитет. В соцсетях в воскресенье активно распространяется видеозапись, на которой бородатый мужчина избивает человека в камуфляжной форме. Точное время и место происшествия не указывается. Однако те, кто делится записью, утверждают, что нападающий выходец с Кавказа, а пострадавший участник войны с Украиной. Главой ведомства дано поручение провести проверку. Ранее в городе Волжской области произошел инцидент. Избил участник войны. Конфликт возник в конце сентября, когда один из стоящих на улице мужчин посчитал, что участник войны подошел слишком близко к ее беременной жене и после словесной перепалки нокаутировал военного. Ну, опять Бастрыкин, опять нахуй. Вся хуйня, короче. Дерьмо, короче, какой-то. Так, дальше. Груз 200 какой-то, блядь. Так. Короткая история российского 8-летнего Толика с позывным «Малой» на СВО. 22 августа 2024 года начало контракт с Минобороны заключен. Молодой миллионер, 18. Бля, хохлы, ждите меня, сучары ебаные. Параллельно бухает вместе со служивцами.
Кульминация начала сентября 24. Без обучения отправляют в Курскую область. Комбат ебашит нас самую хуйню, откуда выйти очень сложно. Я пидором был по жизни. Решил сходить на СВОшку. Думал, изменюсь. Помирать не хочется, а выхода нет. Конец 14 сентября. Погиб там же, в Курской области. В общей сложности от подписания контракта до смерти прошлого всего 24 дня. Ни до первой зарплаты не дотянул, ни единовременной выплаты не получил. Ай, блядь, охуеть. Еблан. Вот про него говорили в новостях, блин. Вот такие вот люди, ушлепки, блядь, тупорылые. Жители Башкирии обращаются к Путину накануне его возможного визита в Уфу в надежде решить застарелые проблемы. Так, вкладчики золотого запаса в Уфе записали видеообращение к президенту. Они просят прекратить расследование уголовного дела и снять арест с активов земли, которые можно продать, чтобы обманутые граждане получили свои деньги. Обращаться к главе Башкирии Радио Хабиру они считают бесполезно. А почему не на коленях? Пиздец. Какие-то вкладчики еще. Башкортостанда проблем херово туча, блядь. И они еще едут, блядь, на войну, блядь. Я херею просто. Ой, блядь. Тухлость, блядь, тухлость. Нет денег, нет дорог, нет автобуса. Кстати, я сегодня только об этом говорил. Аулда, помните? Икарус, автобус, короче, проехал. В любой дыре здесь, блядь, которую в России говорим мы дырой, да, ведь, есть автобусы. Комфортабельные автобусы до города. Понимаете? А безде Башкортостанда, блядь, в какой-нибудь захолустье уедешь, хуй ты выйдешь, блядь. И даже такси не захочет приезжать. Такси скажет, ты должен заплатить, говорит, туда и обратно. Вот так такси просило у меня, блядь. Помню, блядь. Пиздец, какую дыру, если уедешь, блядь, или там на чем-то уехал, а вернуться надо своим ходом, тебе надо, блядь, туда-обратно такси оплачивать, чтобы с города кто-то приехал к тебе, потому что там нету ни такси, ни автобусов, ни хуя. Вот такая вот жизнь. Давай, салатовый. Давай, салатовый. Так, в Иглинском районе из-за плохих дорог перевозчик Башавтотранс, блядь, до сих пор этот Башавтотранс, блядь, отменил автобус, который забирал детей из деревень. Ну я понял. Вот. И доставлял в учебное заведение в Тавтиманово. Блядь, Иглино, Тавтиманово, понятно. Детям ходить на свежем воздухе полезно для здоровья, решили власти. Продолжая выплачивать деньги контрактникам. Понятно. Отжали автобус у детей. Заебись. 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 Миграция по новым законам. Указ президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Вот. Короче, всем мигрантам, если вы поцелуете яйца Путина, то вам дадут паспорт. Вот я вам расшифровал этот указ. 702. Действия Израиля образец чудовищной бесчеловечности. 20 августа израильская армия нанесла удар по рынку. Ну. Эти яхуды сраные, блядь, везде всех ебашат, твари. А потом прикол, блядь. Вот тут, говорит, не русские там, мне кто-то пишет в комментариях, а это, говорит, яхуды в Москве сидят, евреи сидят, оказывается, и они отправляют всех на войну с Украиной. Вот я поражаюсь над такими, блядь, словами, блядь, людей. Но если, окей, в Москве яхуды сидят и отправляют на Москву, а Зеля кто такой? Зеля что, украинец, что ли? Невъебенный. Зеля-то тоже, блядь, яхуд. Что-то я не могу понять, догнать. Вот это мне объясните, пожалуйста. Что-то мне не доходит, блядь, ребенку, блядь, малому.
Если, блядь, Путлер яхуд, и там в Москве все яхуды, Зеля яхуд, блядь, этот хуеплет Израиля яхуд. Что-то я не могу понять, блядь. Что, яхуды между собой цапаются? Ну, вообще классно, да? Ну, допустим, давайте помозгуем вот так. Короче, везде яхуды, а получается, а украинцы на войне рабы. В Москве узкожопые тоже рабы яхудов. И татары, само собой, с башкиртами, с Дагестаном, чеченцами, с бурятами, рабы. И в Палестине тоже арабы это рабы, а эти яхуды, короче. Охуенно, да? Что-то, блядь, нахуй. А где тогда здесь англосаксы, блядь? А где тогда здесь норвежцы, европейцы, китайцы? Что-то я не могу понять. Может, и китайцы есть яхуды, блядь? Синьсюнхинхуань, вот эти, блядь, и Чайнатауны, блядь, и корейцы, блядь, тоже яхуды, может? Может, везде яхуды, блядь, виноваты, то, что русские воюют с украинцами? Вот этого я, блядь, что-то не могу понять. Вот это ебанизм, блядь. Или тоже как придется нам искать, блядь, этих яхудов везде, блядь. Кто же яхуд, блядь? Давайте кожу сдирать будем, блядь, в Москве, блядь, всем. Яхуд, не яхуд, будем искать, блядь. Поэтому нужно понимать, я думаю, что в Москве сидят какая-то, блядь, кучка пидорасов, которая пытается, нахуй, выжить в этой кровавой бойне, блядь. И не хотят отпускать ни один регион. Значит, не хотят, значит, нам нужно самим вылазить оттуда. С этого Мордора под названием, блядь, узкий мир. Пусть там хоть яхуды они будут, блядь, хоть кто, нахуй. Главное, выйти из рашки. Мы-то знаем свою нацию. Мы, если там мы не можем разобраться, кто там сидит, мы-то свою нацию знаем. Мы знаем свой язык. Аллах шкыр. Мы знаем, что есть у нас Республика Башкортостан, есть Республика Татарстан, которая под властью вот этой шушеры, блядь, московской. Ну, правильно же сказали украинцы. Московитые. Или москаля. О, москаля. Зачем мы их вообще этими уродами называем узкими или яхудами, или Зеля тоже яхуд и так. Давайте будем называть правильными словами. Москаля есть, москалятина. А на Украине есть украинцы, а не хохлы. А в Башкортостане с Татарстаном есть башкортлар и татарлар и так далее. Вот только тогда мы, наверное, сможем осознать, что, блин, москаляты, получается, не хотят отдать наши земли. Именно москаляты. А другие, которые заселяют где-то, это финно-угры, а не русские. Финно-угры. А то, блин, начинаем везде видеть этих евреев, а в итоге всю жизнь во время коммунизма ебли жидов. Везде, блядь. Ника, евреи, яхуды это евреи. Кстати, один день я прочитал кусочек Корана. В Коране говорится, в одном аяте, сейчас помню какой аят, я его пытался, ну, забываю, оказывается, пытался выучить. Вроде выучил. Да, выучил. Ну, на русском-то я не помню его, это все повторение. Ну, короче говоря, примерно помню, что ехуды это, по идее, даже не нация, оказывается, на арабском. А это просто слово, которое...
Вот с этого аята, суры, короче, я название тоже забыл уже. Вот там говорится, что яхуды в переводе, я думаю, это нация, но на арабском это не нация, это слово. Получается, это, я опять забыл это слово, типа, короче, там означает, яхуды, это типа какие-то заблудшие, что ли, блядь, ну, какие-то вот, ну, короче, такое слово, такое пидорастическое, ну, такое, ну, мягко пидорастическое слово, типа гондоны, грубо говоря, блядь, которыми их назвали. И это называется яхуды на арабском. В итоге, получается, эти евреи на арабском, это вот эти вот гондоны. Ну, грубо говоря, я уже говорю, блядь, утрирую. А так, и даже его нации нету, этих пидорасов, блядь. Понимаете? И он на арабском даже не назван нацией, блядь. Это как бы, знаете, какое слово, блядь? Типа пришедшие, что ли, блядь. Ну, типа инопланетяне. Вот примерно вот звучит оно на русском примерно вот так. Блядь, я где-нибудь найду, я его перевод скажу вам. Ну, кто знает, мусульмане должны знать. Примерно так. Поэтому, исходя от этого, я что хочу сказать с этим, блядь? Что когда про яхудов в Коране говорится, а оно, оказывается, говорится примерно как заблудшие. Блядь, ну какой-то вот конченная нация. Типа вот, типа, даже, так скажем, не название нации, понимаете? Не название это. Это слово не название. Допустим, вот название может быть какое вот название нации, допустим, украинцы, там, поляки, немцы. Да, название это. А вот на арабском это не название. Это просто слово, обычное слово. Пошел, пришел, слово. Вот такое. Окей, ладно, не будем изгаляться уж. Так, дальше пошли. Вот об этом говорил и не говорил я. Короче говоря, я вроде говорил уже об этом. Навальная, Ходорковский, ФБК, КАС, что делит оппозиция? Вот на самом деле, что они делят? В тот день я уже говорил вроде бы, КАЦ, как где-то услышал одну вещь, что КАЦ, по сути, этот как раз-таки яхуд, чертов, тоже свое хочет урвать в Рашке. Понимаете смысл? А в России хочет свое место, блядь. Где-то. В свое время, оказывается, он был, блядь, в КПРФе. КПРФом ходил, блядь. Потом, блядь, с КПРФа, нахуй, перешел вот на какую-то поеботину, подобие какой-то, блядь, советчик, минетчиком стал, блядь. И как его назвали? Менеджер. Менеджер, хороший менеджер. Ну, если хороший менеджер, президент кто такой вообще по американским меркам? Президент это менеджер. Получается, Кац точит нахуй свою жопу, стать нахуй менеджером в Рашке. Или кусочки Рашки. Понимаете смысл? И тут пошел сыр-бор, блядь, с Ходорковским, с ФБКшкой, блядь, и Кацом, блядь. Плюс еще, блядь, тут не написано еще, блядь, ФБК, может, это Юлия Навальная ФБК, наверное, блядь. Это еще с этой пидораской еще добавим. Я не знаю, в какую. Навальная написано же, блядь, точно. Навальная, Ходорковский, ФБК и Кац. Вот ФБК кто держит, я так и не понял до сих пор, пока не вкурил, блядь. ФБК чье, блин? Англичан? Или этого еще одного усатого, блядь, долбоеба, который Евросеть пизданул и убежал. Как его звали нахуй? Не помню.
Типа, который говорит, я не при делах. Ну, тоже черт один, блядь. Хозяин Евросети, блядь. В Англии сидит. Ну вот, короче говоря, много интересных моментов, но в Башкортостане с Татарстаном все тихо. Вот меня что вымораживает, да, ведь в Башкортостане с Татарстаном нет в нашем присутствии тех умных людей, которые, как говорится, идут в заступничество с нами вместе. Башкортостан bilan Татарстанга. Мен күрмим андайларны. Каясыз алар? Нету ни одного человека, хотя бы, который тянет какую-то, блядь, лямку того, что, блядь, он с высшим образованием и правильно вести нас в политическом образе. А у них есть. У них вот этот Кац, все вот эти Навальные, Ходорковские, ФБКшки, у них есть деньги. Они подкармливаются нахуй всякими банкирами и всякими хуирами. А безнекелерде нәрсе? Кутпак майга бутап. Безнекелерде юх ярдамчылар. Вот я сколько вот наблюдаю, я не услышал, что какой-то нахуй меценат или кто-то нахрен помог татарам или башкиртам. Ни хрена я не видел еще таких людей. Если кто-нибудь видели, скиньте мне в телегу, покажите его рожу. Может, можно будет как-то с ним связаться и поговорить насчет боеприпасов. Примерно вот так. Но Балардапар. Значит, получается, кто здесь хочет быть хозяином? Ну, явно не башкирс-татарам. А опять узкожопые хотят захватить всю Россию. Просто поменять Путина. Ну вот опять что-то пишет, но вглубь-то я уж сюда, наверное, не смогу зайти. Фашизм начал свой крестовый поход против коренных оккупированных народов. Надо остановить пока ТТПТ. Ну, что-то в этом роде. Так, идем дальше. Вот Мариэль меня вымораживает в последнее время. Мариэль. Так, место по итогам 23-го года. По итогам. 28-е, 28, 70. 74-е место Мариэль. Мариэль вошла в десятку самых материально неблагополучных регионов РФ. Вот прикиньте. Мариэль, значит, уже как дагестанцы орут, дотационная страна. Дотационный регион. Мариэль вошла в десятку самых материально неблагополучных регионов РФ. Республика на 74 месте из 85 возможных в рейтинге регионов по состоянию 23 года. На последнее место оккупанты добавили в таблицу статистику по захваченным регионам Украины. Зачем добавили, неясно, так как статистика по ним всегда отсутствует. Однако рашисты понимают, что они почти все там разрушили, поэтому всегда ставят эти территории в самый низ рейтинга любых статистик. При этом Крым, который Украина якобы только разрушила, фигурирует на 79-м месте. Выше Алтай, Чечни, Калмыкии, Карачая, Черкесии, Тывы и Ингушетии, которые Россия все время развивала. Крым почти догоняет Мариэль, которая на 74-м месте, из которой активно выводили деньги якобы на помощь населению Крыма. Так помогали новозахваченной территории, что развили выше, чем уровень жизни на старозахваченных землях. Мариэль, вот вам. Охеренно, да? Получается, они расхерачили, блядь, нахуй все регионы, чтобы, блядь, поднять, точнее, блядь, не поднять, а воевать. Какой нахрен поднять? Вы что, хотите сказать, в Крыму что-то подняли, что ли? Нищебродство там, блядь. Нищебродство. Там ничего, ни хрена ничего не подняли. Там подняли только цены. Везде, блядь.
Дома копеечные стоили во время Украины, а сейчас как в Москве цены, блядь. А зарплаты? Зарплаты такие же, блядь, нахуй. Копеечные. А телефонная связь? Связь, знаете, сколько там стоит? Одна сим-карта, нахуй, стоит 500 рублей, блядь. Сим-карта, блядь, продается за деньги там. Хуй ты его просто подключишь. Плюс она еще хуй поймешь, как работает. Не говоря о банках, блядь. То Альфа-банк, то Сбербанк, то какие-то сраные банки еще то работают, то не работают, то пятое, десятое, блядь. Полнейший порожняк, блядь. Там нету, блядь, нормальных магазинов, нахуй. Ничего нету, дерьмо. Потому что все украинские магазины съебались оттуда, а эти долбоебы туда больно ничего и не хотят сувать. Цены бешеные, блядь, фрукты, овощи, блядь, как, блядь, в Европе, нахуй, цены там, блядь. А в Москве цены нормальные. В Крыму дороже, чем в Москве, блядь, цены. Они выживают своими огородами. Виноград туда-сюда, блядь, там фрукты, овощи у них есть. А остальное пиздец. Поэтому Крым это, знаете, как, так скажем, лямка Путина, так скажем, и он тянет его. Еле как. Не говоря о регионах. Регионы были по жизни чмошными. Думаете, что-то изменилось в регионах? Так, идем дальше. Президент Кыргызстана критикует Запад. Меня убил кыргызстанский президент. Он меня уже заебал. Реально. Сейчас пойдут, наверное, опять кыргызы на меня возникать. Заявление Джапарова о сотрудничестве с РФ. Запад не должен указывать Кыргызстану, с кем сотрудничать. Президент Садыр Джапаров в интервью российскому телеканалу этому Зарубину Гондону, он ответил типа, Запад им не указка, с кем им дружить, блядь. Ну да. Рабами по жизни, блядь, нахуй. Москвы они должны быть. Чтобы кыргызы имели двойное гражданство, блядь. Чтобы они, блядь, ишачили, как ишаки, блядь, в Москве, подметали улицы, мыли полы, блядь. Так скажем, очки драили, как кто-то мне сказал. Очки драешь, да, в Европе? Альхамдулилля, я здесь ничего не драю. А вы его драете. Поэтому, когда вы едете в Москву и в Россию, блядь, очки драть, вспоминайте почаще меня и мои ролики. О чем я говорю? Я говорю одну, блядь. Снести нахуй ваше правительство в Азии. Везде, блядь. Везде. Можете даже наше снести, блядь. Поможете нашим башкиртам с татарами. Я даже буду рад, блядь. Снесите все нахуй и поставьте нормального. Как я и говорю, блядь, каждый год, каждые 3 года, чтоб менялся он. Вот и все. Курултай сделайте так же, как я мечтаю, чтобы Башкортостан для Татарстана был Курултай, над которыми, как говорится, рулить будем мы. Другого варианта нету, потому что этих пидорасов, так скажем, держать надо на коротком поводке. Насчет этого, кстати, насчет Курултая и вот этого я вспомнил сейчас. Давайте насчет этого поговорим. В тот день я развивал эту тему с кое-кем, не сказал, вроде бы на стриме. Короче, тема такая, Дуслар. Это название сказали мне как парламент. Парламент. Башкортостан, Татарстанда должен быть подобие парламента. Этот парламент должны возглавлять подобие мы, которые захватят, которые отберут от Русни Башкортостан с Татарстаном. Это для чего? Для того, чтобы контроль был над всем Башкортостаном с Татарстаном, чтобы ставленники, так скажем, президенты на 3 года Башкортостан и Татарстанда будут выставляться они, чтобы они не залупались и не охуевали. Если они начнут... И вот, туғанлар, так, 6 киши утра. Я тут, короче, закрыл.
потому что телефон перегревается, он меня достал уже, этот телефон. На одном же только живу этом. Ну, поняли, надеюсь. Короче, перегревается телефон и, короче говоря, вот так вот. Ладно, короче, пусть остывает. И вот, туғандар, так, надеюсь, вы тут, не знаю, Манакорагас, что я хотел сказать насчет вот этого, насчет парламента. Так, если правильно звучит оно, не знаю, парламент, наверное. Короче, подобие Курултая. Башкортостанны, Татарстанны қолға алғаш, бізге нужен подобие парламента, такой надзор, который будет контролировать президентов и все вот эту шушуру, блядь, нахуй. Чтобы они со своей, нахуй, бывшей, так скажем, уже к этому времени, коррупционной, нахуй, своей головой не создавали коррупционные и плюс вот эти диктаторские, нахуй, замашки, подобие Каримова, который, пидор, сдох. И вот, примерно шундай әйберләр болмас үшін бізге контроль нужен, парламентский, который будет контролировать весь Башкортостан и все его, нахуй, пункты, блядь. Там, кого вставлять, кого не вставлять, всех, нахуй. А вот над парламентом уже рулить никто нахуй не будет. Парламента будут заседать те, которые возьмут Башкортостан с Татарстаном в свои руки. Вот эти люди должны быть там, которые реально, это, как говорится, будут за Башкортостан с Татарстаном воевать. Вот эти люди должны будут, как говорится, заседать в парламенте, которые останутся в живых. И у них должна быть конкретная, блядь, доктрина о том, что избавляться от всякой шушеры, подобие узкожопых с Башкортостана с Татарстаном, чтобы они смогли проконтролировать это до тех пор, пока в Башкортостане с Татарстаном не появятся конкретные уже правильные люди, которые правильно будут управлять, ну как это сказали, менеджеры, управленцы, подобие как президенты, да, имя, которые будут управлять с Башкортостаном и Татарстаном таким образом, чтобы нам никто не мог, нахуй, подобие президента сказать там, если вон там начинается где-то война, мы должны пойти. Нихуя. Куда пойти, куда не пойти нахрен, вот этот парламент должен будет решать эту всю тему. Поэтому самое главное, это будет защита от русни, чтобы президент своей, как Касымовские, там или кто, блядь, нахуй, как я и говорил уже раньше, которые Сюембикю сдали. Казань кто сдал? Это одна часть пидорасов татар сдали. Понимаете? Если эта история правдива, то, предполагая такое, значит, мы должны быть готовы, чтобы Татарстан с Башкортостаном, какая-то сволочь, которая опять нахуй на русских начнет работать, мы же, как говорится, не знаем после того, как Москву мы заебеним нахуй, оттуда же у них останется нахуй на нас зуб, блядь, точить они будут нахуй, когда мы их трахнем, блядь, в уши, блядь. Тогда, блядь, у них останутся, блядь, еще какие-то нахуй нам каст холотенда, каст. Это месть, блядь. И чтобы это нахрен пресечь, нам нужно будет создать, само собой, защитный блок, который нахуй будет управляться над всеми. Чтобы никакая тварь нахрен не сдала нас, блядь, опять нахуй не захватили нахуй нас и так далее. Поэтому мы должны будем жестко эту тему контролировать. Башкортостан и Татарстанда отдельные должны быть войска, само собой войска, пограничные войска, военные, отдельная нахрен служба, которая будет именно распространяться под парламент, под президента, и отдельно ментовская
зона должна быть отдельная. И все эта структура, вся эта поебутина должна управляться парламентом. Не президентом нахуй. Президент это будет, как я повторяюсь, менеджер, которому нахуй дали 3 года. Все, он проебошил 3 года и съебался нахуй. Хоть куда нахуй. Пусть Канары, Нанары, блядь, хоть куда пусть пиздует нахуй. Вот за 3 года он оттарабанил свое, и все. И таким образом за 3 года должен поменяться и президентский аппарат, и вся вот эта шушера нахрен, само собой, должна меняться. И насчет мелких районов, так скажем, блядь, сельсоветы и так далее, они то же самое. Они тоже должны будут меняться. Таким же макаром. Допустим, 3 года, короче, президент рулит, вот так же 3 года и они должны меняться. Примерно вот такая тематика должна быть. Везде коротко и ясно. Коротко и ясно. Чтобы там не собирали, блядь, какой-то там свахи, тети, дяди, блядь. Вот этот сыр-бор, как обычно у нас делается это. Атя-утя, блядь. Абзы, мабзы, блядь. Не должно такой хрени быть вообще. Из-за этого я считаю, что самая главная задача наша будет вот эту тему проконтролировать таким образом, чтобы мы должны эту доктрину оставить тем, которые останутся живых. Я же не могу сказать, что я останусь, блядь. Ну, значит, кто-то должен будет знать, что после нас кто-то должен будет организовать вот такой свободный парламентский тематику в Башкортостане, который будет, как говорится, контролировать и президента. Вот такая тема. А его, конечно, можно назвать Курултаем, я думаю. Курултай будет такой, но не тот, который сейчас в Башкортостане, чмошный Курултай, блядь. Курултай, который, блядь, остался от Рахимова и так далее. Нам нахуй он не нужен. Там не нужны нам вот эти всякие методы хабировские и так далее, СССРские, нам не нужны. У нас будет свой нормальный, цивильный, демократический, а не пидорастический. Вот так вот, вспомнил как раз тему просто. Так, идем дальше. Вот, короче, не русский пишет этот. Какой-то этот мусульманинский сайт, вот этот, не русский который. Известный российский демограф Ракша говорит о серьезных проблемах у татар. Помимо стремительной утраты языка, несмотря на то, что народ мусульманский, рождаемость у него на уровне постхристианских стран Европы. Этим, по его словам, татары отличаются от исповедующих ислам кавказцев. Ученый отметил, что Россия, за исключением и Чечни, Ингушетии и Дагестана, это полностью страна европейской постхристианской культуры, и демографические показатели в ней практически не отличаются от среднеевропейских. В настоящее время в РФ на 100 женщин приходится 45 детей. В целом религиозный фактор, говорит он, оказывает большую роль на рождаемость. Даже урбанизированные татары по поведению от русских практически в быту не отличаются, в том числе и по своему сексуальному поведению. Да, они считают себя мусульманами, но как много из них ходят в мечети? Думаю, не так много, в отличие от чеченцев, сказал Ракша. При этом в соседнем Казахстане, в отличие от татарского населения России, заметил эксперт, рожают вдвое больше 3 детей на женщину. Вот так вот. Понимаете? Получается, татарлар, когда им говорят, что урыслаша беткан светинда, они не верят этому. Ну вот вас со стороны уже какие-то, блядь, всякие демографы, блядь, раскусывают. Но это на самом деле так и есть. Татарларны даже, блядь, апты башарасынан можно посмотреть, блядь, все рыжие, пыжие, блядь, какие-то, сука, блядь. От русни этих не отличаетесь же вы, блядь, порой, блядь. Как вас нахуй можно отличить вообще, что вы татары, блядь? Еще имена, блядь, нахуй. Иван да Мария, блядь. Ладно, кутаксанагады, блядь, кушмысыз енді. Кутаксанагады хотя бы кушсагыз енді. Хоть мы поняли бы, татар. Так, дальше, что тут? Подразделения ВС в РФ лидеры по количеству пропавших без вести.
Насчет пропавших без вести вспомнил Туганлар. Короче, еще одна вещь. Ну, вспомнил. 700 тысяч детей, блядь, с Украины коммуниздили, блядь, эти узкожопые. Нахуя вам они нужны? Вот это ответьте меня, Башкортостан на Татарстан. Это что за хуйня, блядь? Нахрена вам украинские дети? Вы что, ебанутые? Куда вы катитесь, нахуй? 700 тысяч детей спизжены с Украины. Блядь, я охуел, когда это услышал, блядь. Это ни в какие, блядь, нахрен в рамки не влазит. 700 тысяч украинских детей, у которых есть родители, нахрена скоммуниздили, блядь. Твари, блядь. И сейчас их всяко раздают сейчас. Как во времена, это метод, во времена, когда по 15-20 детей узбеки получали в Ташкенте этих узкожопых детей. Ну, тогда были времена другие, но методика такая же. Но тогда никто никому не сделал. Им пришлось самим в тыл бежать, в Узбекистан, к нам, туда. К моим, так скажем, сородичам. А здесь что? А здесь что? Куда бежать, блядь, с Украины? Куда? Зачем бежать? Я не могу понять. Какого хуя узкожопые воруют, блядь? Я просто охереваю, блядь. Тут у них живые родители, а дети там, блядь. Это то же самое, что у меня, блядь, сейчас дети хрен знает где, блядь, ужом, и я их не вижу, блядь. Я, альхамдулилля, живой. И так же там. И после этого вы, пидоры, блядь, узкожопые, вы мне хотите что-то доказать, что вы, блядь, нахуй, добрые, вы, блядь, нахуй, охуенные, правильные, демократы, в рот ебать вас. И что-то в этом роде, блядь, мизулины всякие, писулины, блядь, которые правильные, Захаровы, Захар, именно вот Захар, на узбекском это яд, Захар. Вот именно у вас ядовитые нахуй все. Вы даже до такой степени нахуй потеряли свое, блядь, уже, как там нахуй человечность нахуй, я не знаю, блядь, лицо, блядь, нахуй. Лицо обычное, которое вы каждое утро моете, у вас его нету. Когда вы, блядь, просто, блядь, спиздили 700 тысяч детей, твари. Теперь я вам даю сравнение. В Палестине украли эти игиловцы, блядь, или как их нахуй назвать можно, блядь, вот эти, блядь. Украли детей яхудов, евреев. А они с какой бунт, да, подняли? Представили, да? И тут, блядь, вся Америка на ушах, чтобы вернуть детей. А из России украинских детей вот так поднять нахуй и бунт поднять невозможно, вернуть. Это что за хуйня? Понимаете, какое разделение? Это касается всех. Потом, мы же как бы по чуть-чуть слышали об этом, по чуть-чуть слышали, но не догоняли. Я примерно сейчас догнал, когда я это услышал. Да, зомби из них сделают, само собой. Но тяжело сделать, конечно. Взрослых даже они спиздили, блядь. Там до 8... Короче, детей до 18 лет можно назвать так. Может, и старше есть, само собой. Но детей, будем говорить, до 18 лет это дети. Скоммуниздили 700 тысяч. Завозят сейчас в Татарстан, Башкортостан. Я почему это говорю? Дагестан, Чечню. Базара нет. У нас есть сердце, мы любим детей и так далее. Я за весь народ не могу отвечать, что мы пидорасы все. Но Башкортостан, блин, Татарстанга и другим я даю понять, зачем вам эти дети? Объясните мне. И поэтому советую Узбекистан не брать грех на душу, не трогать этих детей вообще. Не нужно их усыновлять. Принудительно, непринудительно. Их нужно отправить обратно на Украину. Ихнее место в Украине.
Переправьте их хоть любым способом, коридором, любым способом, блядь, отправьте самолетом, хоть как, блядь. Через Беларусь. Беларусь отправьте. С Беларуси в Киев пусть зайдут. Хуйня война там рядышком, блядь. Через всю войну же не будете их тащить же, блядь. Короче говоря, 700 тысяч это не шутка, блядь. 700 тысяч, блядь. Просто мне стало херово, блядь, от этих слов, блядь. Точнее, блядь, это цифра, блядь. Это на днях, это уже старая тема, блядь. Я вспомнил вот как раз сейчас. Мне, наверное, надо куда-то записывать всякие темы, блядь. И потом, смотрите. Мусульманларға, я считаю, что вот так спизженные дети вообще не катят. Не катят. Это базара нет там. 41-й, 45-й, это в тыловые дети, которые шли в Узбекистан, потому что там война была другого, так скажем, сериала, так скажем. А сейчас 700 тысяч детей украинских живых родителей, у многих живые родители, бабушки есть там, пусть даже отец, если воюет, то у них есть и бабушки, там дедушки, да двоюродные есть, блин. Таким образом, вот эти твари, получается, мизулины, путлеры, блядь, и вся эта хрень, спиздив детей, хотят нахрен перепродать их, так скажем, на земельные территории, на какие-то блага, когда будет у них обменная партия, что-то в этом роде. Чтобы нам к этому не прийти, надеюсь, мы до этого, иншаллах, зайдем, как рано или поздно, мы должны разъебать этих узкожопых, блядь. Чтобы такие вот моменты детей и так далее, они должны вернуться обратно к своим родителям. Потому что бізге кіші баласы керек түгіл Башқұртстан мен Татарстанға. Не нужно нам разводить там детдом. Это раз. Во-вторых, нам, Башқұртстан мен Татарстанға, надо рожать своих, а не заниматься усыновлением чужих при жизни живых родителей детей, блядь. Каким, блядь, совестью нужно к этому еще подойти и притрагиваться к ним? Не говоря о том, что всяко из этих 700 тысяч есть еще лялечки. Вообще мелкие, с колясок, у которых вообще нету ни малейшего сознания еще, что кто они вообще. И из них делать узкожопых, я считаю, это полные те времена гестаповские, блядь, фашистские эти методы. И после этого всего говорить, что вот эти твари, которые мне еще пишут, что я татар, Минбашкирт, блядь, и мне пиздеть о том, что они воюют против хохлов, да, ублюдкам. Надеюсь, эта связь пойдет мне внутрь в Россию, блядь. Я вам еще раз заявляю, блядь, вы придурки. Это вы, блядь, нахуй, натуральные фашисты, которые, блядь, скоммуниздили, блядь, 700 тысяч детей с другой стороны. Ну, а что тогда? Пизданите в Африку, съездите тогда 700 тысяч там голодных детей. И зато это будет халяль. Просто скажите, 700 тысяч с нами поехали. А что оттуда-то не забирайте тогда, гондоны, если на то пошло? Забирайте оттуда. Какого блин, вы украинских детей при живых родителях скоммуниздили? Тогда давайте такие сравнения будем ставить. Война, там вы помогаете. Чего вы помогаете, придурки? Вы же сами бомбите. Потом забираете детей. Это получается наглое пиздело, блядь, как унитазы. Вот унитазы пиздите вы. Хуй с ним. Ладно, сказали. Унитазы пиздят, хуй с ним. Но тут еще детей, блядь. За 3 года, грубо говоря, 700 тысяч детей. Это так, цифры. Еще если верить им можно. Может, там миллион даже. Поэтому Башқұрт пен татарға, еще раз повторюсь, мы не имеем права брать этих детей. Даже притрагиваться.
Если даже эти путинососы, хуесосы, блядь, принуждать будут, вы должны сказать, что вы не согласны брать чужих детей при жизни их родителей, при живых их родителей. Нехуй их брать. Примерно так. Или и еще один вариант есть, сейчас мне в голову пришло, или нужно наоборот, хитро выебанный метод создать. Брать детей, но к этому нужно прийти конкретно уже. Брать детей, забирать к себе, приготовить им документы, загранпаспорта, потом выйти на связь с украинцами, сфотографировать этих детей и сказать: найдите этих детей родителей и потихоньку сами вывозите их в Турцию и таким образом передавайте этих детей туда. Вот таким образом вы сможете помочь. Ради Аллаха. Башкортостан, Татарстанга. Вот это я вам наводку даю. Или вот так делайте. Помогайте выводить детей с тыла. Берите детей по 10 человек там. Сколько вы сможете. По бумагам там. Сколько разрешено. Берите по 5, по 10 детей. И херачьте от русских их в сторону Турции. И в Турции назначайте с военными всякими представителями Украины, отдавайте им детей. Но при родителях, чтобы родители узнали их, там все по чесноку было. Отдавайте детей. А когда к вам уже кто-то заявится, где ваши дети и так далее, скажете: убежали куда-то. И все тупо скажете: в розыск надо дать. Крайняк тогда скажете. А так просто ни в чем не бывало, живите вот так. Как бы вы живете и живете. Типа дети есть, нет. И все. Вот такой метод только. Если вам принудительно всучат этих детей. Потому что я считаю, что этих 700 тысяч детей сейчас они должны распределить по всей России. Потому что это Мизулина не зря там крыса ебаная там это делает, копошится насчет этих детей. Везде. Она подсовывает везде по всяким семьям этих детей. Там берите, как будто на базаре они, блядь, рекламируют чужих детей. Вообще с чужой страны. Хз, блядь, как будто, блядь, у нас Башкортостан менен Татарстан біткен балалар как будто бы. Bütün Россияда детдомовские детей до хрена. Кстати, насчет этого, в Америке, оказывается, как и в Норвегии, нету детдомов. Тут же в Европе нет детдома, слова детдом нету, здесь нет детдомовских детей, знаете? А в России есть. Везде есть. В других местах. Дети детдомовские. В Узбекистане, везде есть. А в Америке, в Европе, оказывается, нету тоже. В Европе нету, я точно знал, но в Америке тоже нету, оказывается. Я охуел, недавно услышал. Вот после этого вот думайте. Поэтому Башкортостан, Татарстан и другие регионы, у вас очень много причин подняться, очень много причин подняться против Москвы. Очень много причин. Поэтому выбирайте разную причину, любую точнее, блядь, и выдвигайтесь. Вот этот причина детей, причина, как говорится, поднятие там ЖКХ, причина, блядь, нахуй, вон, кто-то, я до этого читал вам, причина какой-то, отжали землю, блядь. Ну, рыпайтесь. Надо какие-то движения поднимать. Ну, чтобы такие движения поднимайте, чтобы вас не как Алсынова не засунули в тюрьму. Поднимайтесь, такие движения создавайте, чтобы какой-то шум был, блядь, в Башкортостане, в Татарстане. Может, с тем самым этим шумом каким-то образом у нас будет какая-то причина как бы уже выдвигаться. Выдвигаться и двигаться побыстрее, может. Это как бы даст нам возможность, может. Как говорится, харакят, баракят. Поэтому нужно делать, наверное, харакят какой-то, а не
бздеть, блядь, сидеть и ждать, блядь, когда же, блядь, умрет Путин, когда же умрет, нахуй, там, Скобеева или еще кто-нибудь, блядь, Соловей-разбойник. Ну, это нереально. Поэтому всякие причины, которые будут приходить вам, вы как-то его сформулируете правильным образом и урысқа таба нәрсеге аны шығарырға керек. Только урысқа таба күрәшергә керек. Вся причина у вас должна быть срабатывать таким образом, чтобы вся мысль была против Русни. Только тогда мы сможем, как говорится, вместе сплотиться и помочь друг другу. Если вы будете за Русню, придется с вами тоже бороться нам. Лишний геморрой вы создаете нам и себе. Идем дальше, короче. Вспомнил просто. Топ-20, оказывается, вот Уфа военный пишет. Хочу найти, блин. Мотострелковые бригады. Ну да. Мотострелки я узнал, точнее, блин. С момента запуска топ-20 из 437 подразделений ВС РФ, по которым есть обращение в проект «Хочу найти», с наибольшим количеством пропажи без вести. С момента запуска проекта «Хочу найти» 9 января 2024 года в проект поступило более 31 тысячи заявок на поиск пропавших без вести военнослужащих РФ в Украине. Лидером по потерям остается печально известная 15-я гвардейская мотострелковая бригада, воевавшая под Авдеевкой. 488 гвардейский мотострелковый полк оказался в топе всего лишь после участия в боях в Курской области, имея пропавшими без вести военнопленным треть от общего количества полка. Более подробная информация там дальше. И вот, насчет этого как раз добавим сюда. Когда, видите, 31 тысяча заявок. Представили? Когда я вам говорил, что Башкортостаном, Татарстаном 2000-1800, это полный пиздеж. Это которые вернулись. Вот добавьте туда теперь вот 31 тысячу примерно. Понимаете? Это только Авдеевка. Это только Авдеевка. Авдеевка 31 тысяча, блядь. Я просто херею, блин. 31 тысяча. Это если в одной роте мы служили 150 человек. Таких рот сколько? Уму непостижимо, блядь. 10 рот это 1500. И еще там, блядь. Еще 100, блядь, 15. 200 рот, блядь. 200 рот, блядь, мотострелковых, блядь. 200 рот, блядь. Это 200 рот туда зашло, блядь. По 150 человек, блядь. Первая, вторая, третья рота плюс взвода, блядь. Это же полный абсурд, блядь. И думаете, в Авдеевке нету с Башкортостана, с Татарстаном? Всякое есть там. Там весь мир, наверное, блядь. Ну, білмеймін. Просто мне аж херово становится от всего этого. Вот, взрыв в Уфе. Вот какого х, блядь, сегодня или вчера, блядь, 13 октября, блядь. Рассказываем о причинах, последствиях в жилом доме Уфы, недалеко от бульвара Славы. Бульвар Славы, это что, где? Сипайлово, да? Утром 13 октября прогремел взрыв, после начался пожар. Эпицентр взрыва стала квартира на втором этаже. Вот какого хрена взорвался он? Газа дохуя? Или газовики, нахуй, блядь, на лапу взяли и нихуя не проверили, блядь. Счетчики, хуетчики, блядь. Так. Вот здесь вот
Ядерный муравей пишет. Dushanba kunidan Xug'urga yangi mobilizatsiya boshlanadi degan xabar kelib yetdi. Haq bo'lig'iz, boshqirdlar, tatarlar. Haq bo'lig'iz deyib sizga ядерный muraviy aytadi. Endi qaydan kelib chiqqandir endi u xabar? Shinmi yo'qmi? No mana bugun dushanba bit endi. Bo'lgani. Уже bugun seshanba 15 oktyabr. Shularga мобилизация, само собой, была может. Мы же не можем сказать, когда она будет или когда ее не будет. Мы же не можем сказать. Поэтому гребут потихоньку любыми способами, не называя слово мобилизация. Вот и все. Идем дальше. Еще он такую тему пишет. США готовятся к перезапуску отношений с Россией, поэтому не дают Украине трогать арестованные на Западе активы. Все президенты в одной обойме. Для нас разыгрывают театр. Как вы думаете? Вот такая тема тоже есть. А, вот еще это везде, это пропиздошились, придурки какие-то в масках, блядь. Узкая община угрожает врачам, делающим аборты. Короче, эти придурки говорят, чтобы врачи, которые аборты делают, блядь, чтобы они не делали аборты, блядь, вражки, блядь. Типа они нахуй их порешают потом всех. Вся хуйня вот такая вот. Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей. А потом еще они самое главное, я его даже сегодня слушал, говорят типа, по словам нацистов, из русской общины делать аборты нельзя, потому что иначе русские люди вытеснят мигранты. Что иначе русских людей вытеснят мигранты. Вот. Мана, көрдігіз? Какими мыслями эти узкожопые живут. А Башкортостанда, Татарстанда вы не можете понять, что Башкортостанда, Татарстанда вы передохнете на этой войне. И ваших всех будут иметь узкожопые. Или еще, как они говорят, иммигранты. И все. Башкортостанда, Татарстанда будут новое население. Башкаузы будут. Татараузы. Татарузы, башкаузы. Ну, вот так примерно. Новая нация это будет. Башкаузские, татараузские, вот такие будут. Примерно вот такие. И они вот угрожают. Мы обязательно призовем к ответу убийц врачей за каждого загубленного ребенка до его рождения в результате аборта. Призовем к ответу тех, кто ничего не сделал для того, чтобы этого избежать. Врачи где-то убийцы, и, к сожалению, намного опаснее укроскота, нихуя себе, и наемников, с которыми мы сражаемся. У них уже теперь укроскоты есть, оказывается. Ну тогда как раз я их правильно и называю узкожопами, блядь. Если там они называют их так, то давайте мы тоже будем их обзывать, блядь. Узкожопые твари. Башкортостанда вам не место. И в Татарстане. Всех вас надо будет тоже кончать нахуй. По полной программе. Загнать московицкие болота и сидите там. Крайняк сидеть будете там, крайняк. Если рыпаться будете, уйдете в 2 метра вниз. В России участник СВО убил женщину, которая оскорбила Путина. Их 30-летняя дочь это слышала. Охренеть. Охренеть просто. Позор, блядь. Так. Зуля Нигматуллина мне пишет, блядь. Это комментарий на что-то там мне писанули. Сам ты ебанашки, из-за всех татар не говори и межнациональную неприязнь не распространяй. О, такие умные, такие, блядь, татары такие, блядь, узкожопых защищают. Пиздец, я хуею, блядь. Что, блядь, нахуй, татар, блядь, главное защитить нужно. Нет, они узкожопых защищают. Во, как манкурты давит. Начинает оживляться прям, блядь.
Манкуртов дохуя же, я же вам говорю, блядь. Придется их кончать тоже. Вместе с русскими, вместе. Штабелями ложить. Маргарита какая-то, блядь. Ты откуда такой взялся? Мы один народ. Не надо стравливать народ. Думай головой, а не головкой. Уж извини. Мне вот так пишут, блядь. Оказывается, Маргарита — это один народ с татарами, с башкиртами, оказывается, с Кавказом, с узкоглазыми бурятами, с якутами. Это один народ, оказывается, прикиньте. А я не знал. Блядь, когда они одним народом стали, блядь? Что-то непонятно, блядь. Так, и дальше. Не вернулись с СВО. На кладбищах не хватает мест. Почему в России преследуют всяких инагентов? Путин был пионером квадробинга. Ха! Пиздец. О, Роскомнадзор разрешит себе скрытно замедлять сайты. Подготовил проект приказа. Вот вам и сайты будут замедлять. Ну, полная железная занавесь. Вы полный погрузитесь в узкий мир, где у вас все будет узко погружено, прям тесно будет вам всем там, понимаете? Тесно в узком мире будет у вас там железная занавесь. Так, Ольга Габасова пишет мне вам. Вам что, на Украине войны мало? Язык-то попридержи. Оказывается, нам, башкиртам, с татарам, можно угрожать на Украине. Войной мало, они как бы угрожают нам, типа и в Башкортостане, в Татарстане они придут войной. А мы будем готовы. Килигес, килигес. Только прихватите вазелины с собой. Күтігізге бүтінігізді сігеміз урысларны. Так, в Узбекистане будут штрафовать родителей, увлекающихся квадробингом детей. Наконец-то узбекам что-то произошло там, блядь. То ли мои, блядь, высказывания, блядь, им помогать начали. Не знаю. Алла ярдам берсин шу узбекларга. Сумма штрафа для родителей квадроберов составит 1,875 миллион суммов, около $150. Дело в том, что некоторые квадроберы пугают других людей и домашних животных. Даже, блядь, пидоры, блядь, в Ташкент, блядь, приперлись, в Узбекистан приперлись квадроёбры, блядь. Квадроёбры. Я вот их буду называть квадробинг. Ага. Квадроёбы. Квадроёбы они, блядь. Недоделанные ублюдки, блядь, а не дети. Так. Центробанк не знает, как спасти экономику. Кадровый голод. Ну, как обычно, Милов, блядь, ржет, Милов кайфует, короче, от всего, что, блядь, в Рашке, блядь, пиздой накрывается. Кстати, насчет Милова тоже. Милов тоже одна такая вот экономическая, так скажем, шушера, которая тоже всяко точит зуб нахуй на этот узкожопый пирожочек Рашки, который тоже хочет отрубить, мне кажется, там под себя местечко. Тоже из такой же шушеры, блядь, из хороших узкожопых. Так, дальше идем. Судимый участник войны с Украиной зарезал знакомого. В Ростове-на-Дону произошло убийство 32-летнего местного жителя Алексея Качаша. Кучаша! Нихуя! Хуяши! Кешей хоть не назвали, блядь. По информации Астра, подозреваемым является 30-летний Алексей Кривошеев. Пиздец. Подозреваем Кривошеев. Ну, понятно, кривая шея у него, блядь. Участвовавший в боевых действиях в Украине. Источник сказал, что Кривошеев ударил Качаша ножом в грудь, что привело к ее смерти на месте происшествия. Пиздец, блядь, пиздец, на. Тошнило, блядь, нахуй. Одни убийства. Просто хереви. Чувашский язык изгнали из большинства школ в библиотеке, но вскоре могут изгнать и из библиотек.
В начале октября в Национальной библиотеке Чувашской Шупашкарской Республики стартовал курс дополнительной общеразвивающей программы «Изучаем чувашский язык» для взрослых и детей от 14 лет. Программа рассчитана на 58-11 часов, а занятия проходят еженедельно по вторникам. Продолжительность одиночные занятия 2 часа, стоимость 200 рублей. Записаться можно на сайте. Во, у чувашскому языку начали уже на сайте учить. Так что давайте, шупашкарцы, поднимайте попки, учите свой язык. Так. По версии следствия, Уфимец пытался совершить убийство, организовав взрыв. По версии следствия, хозяин квартиры, где и произошел взрыв, испытывая личную преданность к своему соседу, решил его убить. Он снял заглушку из газовой трубы, установленную сотрудником газовой службы за неуплату коммунальным услугам, обеспечить тем самым поступление газа в свою квартиру. К утру помещение наполнилось газовой подушкой, произошел взрыв с последующим возгоранием. Пиздец, придурки. Да. А что такое уже Киев за 3 дня не берем? Потихоньку даже до самых зиганутых приходит отрезление. Да уж, не то что зиганутые, блядь, они. Так. Мы остро переживаем о судьбе коренных жителей Америки, индейцев, но судьба башкирского народа была еще более трагична. Профессор Элтон Донелли. В России есть свои индейцы. В России пропагандисты часто любят говорить про уничтожение индейцев британскими колонистами. Ну да. Тут и про историю тут. Вот именно. Вражки, как я уже говорил, блядь, у них всегда в Европе это гей-Европа, Англия там утонет, блядь, в море захлебнется, блядь, там еще где-то что-то, блядь, произойдет. У них всегда так, блядь. Или там вот на днях, блядь, увидел, блядь, этого Варламова, блядь. Варламов долбоеб на зомби улицах ходит где-то Сан-Франциско, блядь. Или где там ходит, блядь. Типа зомби улицы в Америке, блядь. Типа такого у нас нету, там пиздец. Ну да, нету, да. Но там, как говорится, жизнь, даже у них, вот даже по его показам, было, что лучше, чем наши эти наркоманы и всякие бомжи и так далее. То же самое. Просто, блядь, у нас, блядь, гонят всех нахуй, а в Америке, блядь, никто никого никуда не гонит. Поэтому они все-таки живут в демократии. И плюс вражки, блядь, пидорашки, блядь, никому на халяву ничего не дают. Все за деньги. Поэтому до хрена воровства, коррупции и вся вот этого дерьма. А в Америке то же самое. Но в Америке, как оказывается, и в Германии, когда жили, так скажем, были, блядь, так скажем, пидорасы кое-какие, блядь, такие же узкожопые нахрен, пожизненные какие-то наркоманы, которым, блядь, нахуй Германия бесплатно выдает метанол. Каждый день утром этот ублюдок ходил колоться в 6 утра за метанолом. Каждый день ему кололи метанол куда-то в руку, блядь. Это всю жизнь. Он ёптал, я говорю, насколько ты его взял, блядь, разрешение? То ли на год, каждый год, короче, продлевается. Каждый год он берет этот на халяву. Эта хуйня минимум, если даже в день стоит 10 евро, один укол 10 евро, если стоит. И вот ему колят каждый день 10 евро. Это 300 евро в месяц. Вот хоть стой, хоть падай. Это государство дает ему метанол, наркоману. Чтоб он не шарился где-то там по мусоркам, блядь, как в России, блядь. Не искал, блядь, грязный шприц с ВИЧем. А здесь ему дают каждый день, притом врач ему каждый день колет это свежим укольчиком, блядь, новым метанол. Бесплатно.
Так что все-таки разница есть, да, ведь в Рашке. Как и всегда говорил, что узкожопые, когда Донбасс и так далее, Луганск захватили, я в Москве наткнулся с этими мужиками в свое время, с Донбасса, они говорили, блядь, что мы беженцы, но нам сказали нахуй, вот вам держите российский паспорт, а так беженские деньги 500 рублей в месяц. Это 5 евро в месяц. Охуеть, да ведь? Охуеть. Вот и сравнивайте беженство в России и беженство, точнее не беженство, блядь, даже вообще просто, блядь, Германию и ту же Америку. Когда вы говорите, что там хуево, тут хуево. Да, базара нет. Везде хуево. Что думаете, нахуй, в Рашке, блядь, если было бы какое-то движение более позитивное, да, ведь, вы думаете, что вот эти бомжи, наркоманы тоже вот так жили бы, что ли? Нет, конечно, наверное, бы получше жили бы, но вот в этом-то и разница. Демократическая страна, Европа и Америка, от России. В России, блядь, нахуй, все дерьмо, которое ты должен работать и получать, работать и получать. Вот и все. Работаешь, получаешь, не работаешь, не получаешь, а государство тебе никогда бесплатно ничего не даст. Скажет, иди нахуй. Вот вам сравнение. Поэтому, когда вы, точнее, вам, блядь, мозг выносят в Рашки, эти узкозадые, башкортам, татарам, блядь, вы попытаетесь уже, блядь, свои мозги включать, блядь. Если было бы здесь херово, блядь, и везде вот здесь вот в окно смотрите, везде, если были бы колдыри там или что-то в этом роде там, или не было бы какой-то, блядь, человеческого фактора, блядь, здесь правильного, блять, нахуй, наверное, я тоже в зомби-ящике жил бы, наверное, да? Ведь везде у меня тут зомби ходили бы везде. Вот примерно так было бы. По-вашему, проявление мозга, блядь, что здесь там гей-Европа, там, блядь, одни наркоманы, колдыри и так далее, блядь. Вот вы просто в интернет просто зайдите и посмотрите, где колдыри и как не живут люди. Допустим, постоянно я говорю Бангладеш сравнивать, потому что Бангладеш это пиздец нахуй. Просто наберите слово Дакка, ихняя столица, блядь, и охуеете. Но, есть еще, блядь, одна страна, там то же самое, не лучше, я думаю. Это Эритрия, где этот Пушкин, блядь, дед Пушкина, блядь, долбоеба, этот узкожопого родился, ну, точнее, дед откуда, с Эритрии. Ну вот, Эритрию посмотрите. В Эритрии, блядь, вроде бы не спиздеть 180 или 200 чем-то, блядь, или 280 нахуй тысяч людей, понимаете? Миллион, 200, 100 миллион, 200 миллион, 200 или 280 миллион людей в Эритрии. И представьте там какая жизнь. И Бангладеш. В Бангладеше тоже где-то не спиздеть 200 миллион людей где-то тоже там. Или еще больше, блядь, я не знаю. И вот прикиньте, где разница, блядь, в Рашке, Европу и Америку. Сравните. Поэтому, нахуй, когда вы свою Рашку, болото, нахуй, начинаете, блядь, с гей-Европой, нахуй, хуесосить, блядь, нахуй, вы сами себя лучше сперва хуесосьте, отмойтесь от спермы, а потом уже говорите, где лучше. Так, тут еще что за, блядь? Ну, видос какой-то, блядь, от Адагамов какой-то. Премьер-министр в Пидоровс во время телемоста Москва-Киев 9 октября 99 год. Представили? 25 лет назад, блядь, охуеть. Мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость. Если мы начнем что-нибудь забирать у кого-нибудь, то обязательно у нас самих что-нибудь отнимут. Во всяком случае, если мы начнем такой передел на пространствах бывшего Советского Союза, то не сможем от него оправиться никогда. О. 25 лет назад он вот такую хуйню пиздел, оказывается, кому-то. Давайте послушаем. Нам не нравится, что Украина хочет вступить в НАТО, мы хотим забрать Крым, или просто мы не можем договориться по деньгам, газ, сахар. В чем главная проблема наша с Украиной, Владимир Владимирович? Во-первых, мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость.
Гандон. Если мы начнем что-нибудь забирать у кого-нибудь, то обязательно у нас что-нибудь сами отнимут. Или мы что-нибудь потеряем. Во всяком случае, мы начнем такой передел на пространствах бывшего Советского Союза, от которого не сможем оправиться никогда. Нас поддерживает очень Да, я Украина. слышу. У нас на территории Российской Федерации только 400 спорных территорий. 400. Я хочу, чтобы все об этом знали. Вот это во-первых. Во-вторых, сахар, газ – это все-таки второе. Третье, значит, поле какое-то, на котором можно поспорить. Но поспорить не более того. Главной проблемой, на мой взгляд, является тяжелое имперское наследие России. Все почему-то считают, что Россия осталась империей. А вот сейчас те, кто аплодирует, пусть меня послушают там внимательно. Все считают, что Россия осталась империей и относятся к ней как к империи до сих пор. А это совсем уже давно не так. О, слышали, как пидорас пиздел, блядь, 25 лет назад, блядь, 9 октября 99 прям, и цифры такие, Москва, Киев, 9 октября 999, 4 девятки, блядь, пиздец, тошнилово, а, шайтанская цифры, блядь, в натуре шайтанские цифры, блядь, и этот гандон 25 лет назад, когда еще я под стол бегал, блядь, пиздел нам всем, что, блядь, нахуй, Россия это не империя, блядь. И ишетесizmi, она таушан, ишетесizmi, такой голос у него, такой, как у педиков, блядь. Еще такой молодой, пидорастический голос такой, блядь, Путина. Такой, какой-то щепелявый еще, блядь, чуть-чуть, блядь. Типа, вот такой, блядь. Типа, блядь, нахуй. Ну, реально молодой, блядь. И рожа у него тут молодая, блядь. Такой, сосунок еще, блядь. И этот гандон 25 лет назад, блядь. Сколько ему было, блядь? Сейчас ему 72, блядь, этому гандону. Блядь. Где-то, блядь, 43, что ли, было здесь ему, блядь. Что-то такое, блядь, да? Гандон, блядь. Вот где-то вот так, блядь, да? И вот этот щепелявый гандон 25 лет назад пропиздошился, что у нас не было империи. Типа у нас не империя, и Крым никто не хочет забрать. Просто херею. Поэтому туганлар, когда вот, допустим, это даже всех касается, наверное, это человеческий фактор, человеческий маразм, ну, как хотите его, как хотите, так и называйте. Вот такой, вот таким пидорасистским существом, нахуй, никогда, Алла сакласын, не стать. Никогда. Если башкир белян татар идет океан против Москвы, значит, мы должны против Москвы дойти. Значит, мы должны конкретно взяться и пойти. А не так, что да, мы никогда типа не сделаем это там или сделаем нахуй. Вот таких, так скажем, заднеприводным нельзя быть нахуй, как Путин. А Путин это натуральный заднеприводный мразь, который, как говорится, показал себя в своем обличии за эти 25 лет. 25 лет назад человек какой был, потом через 20 лет какой был, и так далее. И мы увидели, что у него все, блядь. Понял, что он за 25 лет нахуй смог удержать власть, и типа его все боятся, тем самым нахуй он думает, что его будут бояться всегда. Поэтому мы должны вот эти все шаблоны нахуй перечеркнуть нахуй и хуй положить на этого Путина и пойти, блядь, и полностью разъяснить этим узкожопым, что так нельзя жить нахуй. Сказать нахуй всем, блядь, что так нахуй жить не будете больше, блядь. Вот и все. Просто тупо взять и пойти на них. Не надо даже, блядь, тут говорить, что, блядь, я слабый там, не слабый. Не, нихуя. Просто это нужно сделать. Это просто наша задача. Это все. Никто за нас, никто ничего это не сделает.
Но вот как он пиздеть потом через год, там, два, не нужно говорить, что, блядь, мы не хотели, блядь, там, или мы хотели, ну, не могли. Понимаете, вот так нельзя, блядь. Поэтому нужно нам, блядь, вот эти все косяки у людей увидеть, посмотреть, эти как пидорасы, бабайлар, 70 яшьлек бабайлар, как пиздят, и как дышат, блядь. Нам нужно брать оттуда, блядь, правильный толк и делать над ихними ошибками, не ошибками, пиздежами правильные вердикты. И идти просто на Москву, и все. Так, идем дальше. Вот здесь опять, блядь, эти ебанутые татаристы, блядь, заебали меня они, нахуй. Вот тут какая-то мастина вывела какую-то хрень. Но это явно кто-то, блядь, или узкожопые пишут, ну, или от татар каких-то пидорасических. Башкиры, ну, полностью здесь нереально это видео какое-то. Башкиры, нация, рожденная в ходе фальсификации переписи татар. Подготовили историческое расследование, как проходила первая всеобщая перепись населения. Башкиры – нация, рожденная в ходе чудовищной фальсификации переписи татар в 1897 году. Уфимский губернатор Богданович – отец башкирской нации. Вот, вот такой ебанизм идет или чтобы нас травить от узкожопых. Это первый вариант. Или это идет от татар ебанутых, нацистов. Татары-нацисты, блядь. Бывает такое, наверное. Я удивлен, конечно, ну, значит, бывает. Которые, нахуй, пытаются, нахуй, блядь, типа, блядь, башкирскую нацию полностью, блядь, нахуй, аннулировать и сделать их всех татарами, блядь. Вот вообще ебанутые, нахуй. Реально ебанутые. Это явно, наверное, какие-то кошапчики, блядь, пидорасийские. Татаристы сраные. Наверное, вот их делают, рук дело это. Шизофрения конкретная у них, блядь. Поэтому, когда татары или кто это вот эту хуйню, блядь, несет, вы такую пургу, когда начинаете нести, вы определитесь уже, блядь, во-первых, вы из какого винегрета сами вышли, татары, блядь. Вы, блядь, нахуй, в Казани, блядь, сами-то нахуй чуждые, блядь. Вы, блядь, откуда сами нахуй туда приперлись, определитесь. И в Казань как вы приперлись, блядь? До башкиртлар там, они были уже, блядь. Вы-то сами откуда приперлись? В Уфу как приперлись вы? Тоже определитесь. А потом уже говорите, блин, я же до этого вам одну историю прочитывал вам, блядь, конкретную, блядь. Это конкретная история, написанная там, что Уфа ягына татарлар киргенлер, Казан ягыннан. Значит, Башкортостандагы татарлар это вообще не местные, блядь. Не местные. Ну, конечно, их можно назвать местными, потому что 300 лет, наверное, им, да, ведь, от роду. Или там 500 лет от роду. Но тоже не местные. Ну, явно не местные, блядь. Если сравнивать с москалями, допустим, москаля постоянно орали. Я москвичка. А на нее посмотришь, это армянка, блядь. Она, ну, москвичка она, армянка. 90-х заехала, москвичка стала, коренная, блядь. Это то же самое. Поэтому Башкортостандагы татарларда
Татарстандағы татарлардан нахуй. Потому что определитесь нахуй, откуда вы вообще, блядь, нахуй зародились там, блядь. И, как говорится, припиздили к Башкортостану. А потом уже вот такую демагогию разводите, блядь, что, блядь, башкиры нация, рожденная в ходе фальсификации, блядь. Что за нахуй, блядь? До этого один раз, почему я с Габасовым хотел поговорить вообще впервые, блядь, когда я начал вникать в это дело, это было 22-й, 20, вот это так, да, еще 23-й год, да, 23-й год где-то в те времена, и я увидел какой-то видос Габасова, где Габасов говорит, что вот про татар что-то пиздит про татар, блядь, я не могу понять, я говорю, ну типа что-то, блядь, в Башкортостане татары татам, а тата, короче. Я не понял тогда его. Теперь то же самое, теперь вот такая же хуйня, теперь от татар идет, блядь, к башкирам. Вы что, ебанутые нахуй? Поймите одну вещь. Вот, допустим, вам пример, блядь, Африку. В Африке тогда, может, все одной нации. Там хуй поймешь, кто чью нацию, да, ведь подумаете? Ну, я вам могу чуть-чуть дать различия там тоже. Есть одни цвета баклажановые там, а одни цвета есть блестяще черные. А есть еще чуть-чуть посветлее. Примерно. Но теперь смысл какой тут идет? Ну, давайте тогда их мы все скажем нахуй, что они были башкирами. Допустим, блядь. Ну, название там, башкиры они были все. Башкортлар. А потом бах, тут приходят татары, говорят, что они, фальсификация была, и получились вот из этих африканцев татары, короче. И как это уму непостижимые вещи, да, ведь? Вот я пиздец сам даже... Что я сравниваю, да, ведь? Вот то же самое. Если бы башкорт белән мин үземдә башкорт белән татар нәнәмләремне мин күрмәсәм ие. Мин только картатайларымны берсен күрдем, берсен күрмәдем. Мин башкорт нәнәм белән татар нәнәмне мин если бы я не видел бы, вы, может, мне вот эту тему загнали бы. Башкиры, нация, рожденная в ходе татар, блин. Может, я поверил бы. Но когда я знаю, я видел, что у меня есть бабушка башкирт и бабушка татарка, и вы мне будете говорить о том, что этой какой-то из этой нации нету, вы вообще о чем вы нахуй? Поэтому давайте башкирт белән татарлар мозгоебством не занимайтесь. Займитесь нахуй против Русни лучше воевать как будем. Вот с этим займитесь. Конкретное дело, поднимите эту тему. Давайте будем обсуждать насчет этого, как, блядь, выгодно разъебать Русню, блядь. Давайте решим это. Предлагайте какие-то методы, блядь, что-то делать. Давайте инвесторов искать, давайте как-то мутить эту всю тему. А не пиздеть о том, что, блядь, кто из какой нации вышел, блядь. По идее, без... этот хаммамыз адам нациясынан шыққанбыз, если на то пошло. Если в начало вернемся, мы вышли оттуда. Адам ата белән мама Хавадан шыққанбыз. Как по-русски Адам и Ева. Оттуда мы вышли. Если уж на то пошло, блин. Черный, белый, перламутровый, какая разница. Мы оттуда вышли, если уж на то пошло. А потом, понимаешь, что нации появились, блядь. И потом начинаем делить, блядь. Нация твоя, моя, блядь. Ну, если оно уже где-то разделилось уже, значит, оно не зря просто так разделилось. Тогда чего вы не приписываете себя к
к узбекам, казахам, кыргызам, таджикам припишите себя или афганцам. Не, лучше припишите китайцам себе, блядь. Китайцев припишите все друг к другу нахуй. Братья, блядь, невъебенные. Нормально, их много. Припиши пару лямов оттуда, блядь. Ой, идем дальше. Так. Вот этот, слышали, наверное, примите мои искренние соболезнования с праздником Дня Республики Башкортостан. Такими заявками с какого-то района вышел этот какой-то хуй, короче. Ну, не знаю, почему он с такой темы начал. Праздник и в то же время с соболезнованиями. Ну, как бы, или подмазаться хочет этот в Башкортостан, блядь. Или так сказанул, или надо было ему это сказануть, блядь. Напомнить о том, что, блядь, пол Башкортостана уже передохли, и тут у них, блядь, День Республики Башкортостан еще идет. Когда нас захватили узкожопые, а они исправляют его, и нам всем втирали всю жизнь с детства, что это День Башкирии, праздник, надо праздновать. А чё праздновать-то? Долбоёбы, вы с детства нам говорили бы, что этот день нас захватили узкожопые, и это мы, типа, мы такие-сякие. Писец, короче. Серж Изюмов мне в комментах пишет. А Кутакбаш это головка от хуя. Кто допускает такие видео в России? В Монголию вас хотел Жириновский депортировать. Башкирт белян татарларны Жириновский хотел в Монголию нас депортировать, оказывается. Представляете? Нас в Монголию депортировать хотел. Я охерею. Вот. Тому ответ татаров, или кто там, татары, башкиры, оказывается, это одна нация какая-то. Вот. Мы, оказывается, вообще-то монголы. Еще добавок. Охренеть, бля. Профи-хейтер пишет мне. 116 регион. С Татарстана, наверное, овца. Ты идиот, от кого ты хочешь быть свободным? Урод моральный. Я татарин, и друзья есть русские. Вот, который я вам говорил. Я татарин, и друзья есть русские, татары, чеченцы, много с кем дружу, а ты ссаный веник, дебил тупой, необразованный. Понятно. Он со всеми дружит, оказывается, и я, который выхожу против русни, оказывается, для него, блядь, дебил тупой. Охренеть. Вот такие вот манкурты нам явно не по пути. Сколько русских солдат готов положить Путин ради узкого мира в Украине? Сколько узких солдат готов в Украине? Так, ВСУ отступает, а Россия теряет более 1000 человек. Короче, это 86% россиян будут требовать вывести войска из Украины. Это Радио Свобода, короче. Узбекский корреспондент с Цымбалюком, короче, общались. Ну так, конкретные там вопросы были и ответы. Ну так вот, примерно так. Вот опять вот в Татарстане. Сообщают об обыске у активиста Евгения Маркова. Причины обыска неизвестны. По данным канала, обыск проходит предположительно при участии сотрудника ЦПЭ подполковником Гариповым Ильнаром. Вот. Понимаете, как смысл тут идет? Получается, хатыр күніне там или еще какие-то причуды нахрен пытаются найти, ярлыки понавешать, блядь, эти узкожопые всем татарам, башкиртам, дагестанцам, чеченцам и сажать, чтобы они пиздовали на СВО. Примерно так.
Я читал или нет? Ну вот, короче. Я в комментарии мне написали. Как одна женщина там говорит, что у нее на СВО 2 друга, короче, вместе учились, муж там, бывший, туда-сюда. И тут ей отвечают: зачем тебе бывший муж, лучше будет, если твой сын получит похоронные деньги от отца. Понимаете, какой смысл, блядь? Женщинам, если это женщина, я не знаю, кто это пишет, получается, блядь, главнее деньги, блядь, а не муж, который на войне, блядь, и который сдохнет. Им нужны деньги. Так отправь, ей отвечает, или ему, так отправь своего отца на СВО, если это хорошо. И дальше. У меня отец Вов, он 21 года, 11 годов он умер, возраст 90 лет, так у него фронтовой инвалидность, старая группа была. Нас 9 детей в семье, все живые, здоровые, успешные на сегодня, благодаря отцу и матери за то, что они воспитали нас. Так что мой отец ничем не обязан, он был в Украине и очистил Украину от фашистов. Благодаря этого я и живу успешно. Представляете? Блять, люди, оказывается, фашистской нечистью исправляются на Украине, оказывается. Блять, как может быть фашисты убивать фашистов? Удивительно, да, блядь? Пиздец. Мне кажется, это да сколько, блядь, нахуй. Ну, вот, я не знаю. Вот этот, блядь, мне просто обидно за наш народ, блядь, что они, блядь, захавали это, да? Это конкретно, блядь, захавали вот эту тему, блядь, что они, блядь, лохи, блядь. Они лохи и ничего не могут сделать. Тупо умирают, тупо, блядь, дакают, вякают, блядь. Окей, окей, блядь, кивают головой и все. Alles gut, блядь. Шайзер, Раша, блядь. Сука. Просто поражаюсь, блядь. Вот какой-то. А дядя Андрей спал с мамой. Пока конченые манкурты сражаются за русский мир, их жен имеют их русские друзья. Всякие дяди Андрея и Вани. Позор, какие же они кринжовые. Аузбиллях кто-то написал. Ну-ка послушаем этот видос. Я был на войне. Да. Дядя Андрей приезжал, мама была пьяная? Да. Ты помнишь? Да. И мама спела с ним капу. Мама пела с ним каку? Угу. Круто. Мама хотела взять меня с собой. Слышите? А Валя не разрешала. Вот так. А Валя не разрешала, да? Да, с этим чемоданом. А я где был? На войне. Я был на войне? Угу. А дядя Андрей когда уехал потом? Где-то неделю. В смысле, неделю тут жил? Нет, неделю уехал. Дети не врут, понимаете? Получается, муж А сколько уехал. он дней был тут? 5 дней. А где спал? Спал с мамой. Спал с мамой? Да. И шо? Она мне телефон не сжала. Ну и Ребенок не врет. шахмату.
играла в телефончики, и все, играла. А там она просыпается. А бабушка что, ничего не говорила, что дядя Андрей ночует с мамой? Ну, говорила там. А этот мужик бородатый сидит такой. В ахуй. Сам себя снимает. Понятно. Вот тебе и на. Получается, блядь, дядя Андрей какой-то спал, блядь, с женой вот этого мужика. Вот такая херня, Дуслар, блядь. А потом говорят, блядь, что-то детей не рожают, блядь, женщины. Откуда рожать, блядь, если они, блядь, мужья там, блядь, они, блядь, трахаться хотят. От кого рожать-то, блядь? От пылесоса, что ли? Вот так вот. Дядя Андрей приходит на помощь. Инвалиды 5-й группы. Так. Татары и башкиры — два крыла одной птицы. Нас разделяет только Россия, говорит этот Габбасов. Дагестан всегда поддерживает Сулеймана Каримова. Глава Дагестана Сергей Мелик открыто высказался в поддержку Сената Керимова на официальном открытии парка Махачкале. Вот, знаете, вот, туганлар, да, вот смотрите. Нам одну вещь надо понять, да, вот эти Сулейманы Керимовы, там, Кадыровы, Хабировы, Минихановы, вот эта вся шушера, блядь, они нам явно не друзья, блядь. Они нам не друзья конкретно, блядь. Эти люди, которые пытаются выжить в среде путинской, нахуй, так скажем, заставы. Они хотят там, блядь, урвать бабло, нахуй, разбогатеть, покайфовать. И они внутри сейчас, понимаете? И вот этой манкурской, как они говорят, нечистью, нахуй, нам придется бороться. Пусть они, нахуй, хоть как называют себя, блядь, нахуй. Вот пусть они будут. После них другие пусть будут. Разницы нету. Когда мы зайдем, неизвестно, кто будет там на их месте, блядь. Меликовые, Пеликовые, Хуеликовые, блядь. Разницы нету. Для нас они все будут врагами, поймите это. И когда я много людей вот в комментариях ловлю, что они, блядь, говорят, типа, я хуёвый, блядь, типа, Хабиров хороший, блядь, Миниханов хороший, блядь, или в то же время, блядь, Кадыров хороший, или еще кто-то, блядь. Ну, понятно, понятно. Хорошие они для вас для чего? Типа, та часть тварей, говорят это, всяко, которая, блядь, где-то сосет, нахуй. Где-то, нахуй, присел куда-то и сосет какую-то там нефтяную качку, блядь, или что-то в этом роде, да, ну, явно это не бомжи говорят, блядь, про это. И вот такая вся шушера, она будет поддерживать их, потому что она присосалась пока как, блядь, клещ, нахуй, к какому-то месту. В итоге эти люди для нас будут первой амбразурой, которую нам, точнее, блядь, надо будет, блядь, просто истреблять. Потому что сейчас они наживаются, а мы пытаемся вдолбить людям, а они играют в это время, нахуй, где-то там, блядь, с этими русскими, тот же бильярд или что-то в этом роде, купаются в саунах, кайфуют, блядь. Вот и все. А мы пытаемся, блядь, донести людям, блядь, что башкортлар, татарлар должны отделиться и так далее. А это, так скажем, блядь, манкурты, любители узких, пытаются нам еще что-то доказать, что, блядь, они как бы на правильном пути или как бы в этом роде. Поэтому нам нужно будет подготовиться, нахуй, к этому, что на нас будет давление идти сперва от своих, а потом уже русня. Вот и все. Поэтому защищать своих поклонников, так скажем, блядь, которые сейчас живут с узкими и кайфуют, я считаю, это неправильно. Я буду считать таких людей, как вон те артисты, которые всякие Тямаевы,
там еще какие-то там пидорасы, которые везут на СВО или ВСУ, или как это, блядь, называется, эта хуйня. Вот туда, короче, везут, блядь, боеприпасы, помощь, блядь, мангалы строят, блядь, машины везут, блядь, вот как Аскан района, короче, Башкортостанда, вот эта группа, блядь. Вот такая хрень, блядь. Поэтому научитесь регионам, другим тоже я обращаюсь, научитесь уже определять, кто с кем, блядь. Определяйтесь уже, определяйтесь. Потому что я уже определился. Хабиров и вся эта Бадранова, блядь, вся шушера ниже, блядь. Для нас они душманы, и мы будем их полностью ложить нахуй. Нам они нахуй не нужны. Вот реально, нам они не нужны. Потому что от них толка нету. Потому что, во-первых, они сейчас держат под давлением всякой, если живы родители, этого Хабирова, Минниханова, Кадырова родители всяко живы, всех других еще тоже. Они своих даже родителей зачмырили. Получается, они своих родителей не послушаются. Они, не послушавшись своих родителей, вошли в это дерьмо, путинский мир. Они сыграли по-большому. Они думают, что, блядь, нахуй, вот так они должны жить с русней, правильно это, а не отделившись. И в эту кабалу ввезли даже своих старых родителей, там, и в это дерьмо втянули свои семьи. Поэтому я считаю, что там, я этого даже не хочу говорить, но, блядь, тоже есть такое чувство, что родители тоже рады этому. Потому что им, знаете, такой есть способ родительский любви, так скажем, способ именно, что мой сын или там дочь лишь бы была счастлива. Любое ихний каприз я сделаю. Главное утешить ребенка. Вот если в таким макаром эти родители, и всяко есть и такие, среди этих диктаторов существуют, то значит ихняя дорожка точно не предсказуемая нахуй. Точно жәннат түгел, жаһаннам. Жаһаннамга оларны юлы балалары белән бергә, шу ата-аналарына. Просто это тоже я пытаюсь людям дать понять. Потому что я считаю, что блядь, если я, допустим, как Хабиров, или там Минниханов, или там Кадыров, или кто-то, блядь, я думаю, наверное, сам себе отчет мог бы давать и делать, блядь, какие-то правильные решения, не впутывая здесь родителей там и так далее. Но здесь именно не впутанные родители, а не впутанные в эти дела. Потому что если, допустим, блядь, у этих диктаторов родителей против, они думаете, что родители оставили бы живых? Интересный парадоксальный вопрос, где нет ответа. Я думаю, что здесь был бы пиздец. Полный пиздец. Поэтому тут работает, наверное, вторая тема. Лишь бы дитё утешалось, любой каприз за ихние деньги, так скажем. Вот примерно так. Кто-то пишет: Елена, надеюсь, Бастрыкин тебя уже ищет. Меня Бастрыкин ищет, оказывается, уже. Да. Так. Лига свободных наций пишет: для России грабеж является нормой. Если бы республики не использовались как ресурсные придатки Москвы, были бы равноправными регионами, москвичи жили бы в разы хуже. Но при этом уровни жизни в Москве и ее колониях более-менее выровнялись. Казалось бы, это могло бы позволить Москве снизить политическое напряжение в регионах.
вызванные явной несправедливостью и неравенством. Однако лишь на первый взгляд. Москва не может допустить, чтобы ее колонии жили на одном уровне с ней. Тогда она будет условно равной среди равных и не в состоянии их жестко контролировать. Москва перестанет быть финансовым центром, перестанет являться желанной целью для региональных чиновников всех мастей, мечтающих о повышении ее больших деньгах. Потеряв статус финансового центра, она начнет терять и политическое влияние. В Средневековье именно за счет того, что московские князья назначили главными по сбору дани западных территорий Золотой Орды, Москва возвысилась над другими территориями региона, собирая много больше, чем требовала столица. С тех пор терять статус главного сборщика дани она уже не хочет. Оно, видите, как было, оказывается, по истории? Получается, Золотой Орде, блядь, Москва собирала дань в свое время, оказывается. Гондоны марионеточные. Получается, теперь они на этом же коне, и с этого коня не хотят слазить. Ну, понятно. Но без башкортлар, татарлар, отта чаба белебез, и я думаю, дагестанцы и чеченцы тоже умеют скакать на лошадях, и мы должны, как говорится, так скажем, выкинуть с этой лошади Москву полностью нахуй, чтобы так искалечить, чтобы эта пидорастическая московита не садилась больше ни на какую лошадь нахуй, чтобы у него в жопе всегда торчал какой-нибудь нахуй топор. Так. Русские нацисты указывают татарам, когда, сколько раз, о чем и где татары должны молиться, а также решают, когда будут татар разгонять. Это уже прошедшая тема. В столице Татарстана на татарской земле в день молитвы о памяти защитников Казани, для этого они Казань и захватывали, чтобы управлять татарами, чтобы татары были их рабами. Ну, татары, само собой, рабы. Они никак не могут от рабства выйти. Вот мы пытаемся им донести это, но они кричат, что они дружат с русскими. Вот я херею над такими манкуртами, которые пытаются, блядь, дружить с русскими и не могут донести, получается, себе, там, родственникам, блядь, нахуй. Вот, ну, как бы передать другому, да? Бузок телефон, типа. И сказать, что, блядь, ну, придурки нахрен, хватит уже, блядь, а? Может, время пришло, блядь, встать и дать отпор, в конце концов, в Москве, блядь, и нормально жить начать? Вы идиоты, блядь, вы же, еще раз повторюсь, кроме Турции, блядь, вы же никуда не можете съездить даже, блядь. В Европу вам нельзя, в Америку вам нельзя, никуда вам нельзя, вы со своим сраным красным паспортом. Вы уже определитесь нахрен, может, блядь, сука, блядь, пока мы живы, поменять все-таки в Татарстане, в Башкортостане положение. Сделать, в конце концов, татарский башкорт паспортларын, чтобы паспорта были и в Дагестане отдельные другие, в Ичкерии свой паспорт должен быть. Ну, может, время пришло уже нам как-то что-то это делать. Почему в Татарстане должны, блядь, нам запрещать? Я же вам говорил, я в своих эфирах постоянно говорил, блядь, что в Москве, когда я пошел молиться первый раз в жизни, блядь, в эту соборную, позорище, да, соборную мечеть, прям, блядь, язык не поворачивается, соборная мечеть, блядь, в Москве, блядь, на проспект Мира, меня с двух сторон, блядь, сопровождало, так скажем, стояли каждые там 2 метра менты с автоматами, блядь, или, я не знаю, просто менты стояли. Не помню как. С двух сторон. Зашел с ментами, вышел с ментами. Камеры еще везде в мечети. Куда я ходил, зачем я ходил, я не понял. То ли на Джума намаз ходил, то ли на Курбан Байрам ходил, я не знаю. Ну, людей было до хера, наверное, на Джума ходил. Плюс еще там машину хрен где оставишь, блин. Я охерел там. Говорю, вот я и сходил.
Вот я и сходил, помню. Итог какой? Итог такой, что мы рабы. Концлагерь, где нас гоняют, только кнута еще нету, пряник, они дали, кнута только нету пока, и они нас гоняют, и в мечеть, хочешь, заходишь, с ментами заходи, выходишь, с ментами выходишь. Вот в таком темпе мы живем. И, конечно, вот эта тематика, что в Татарстане уже нельзя, как говорится, вспоминать про 1552, захват Казани, падение Казани, и читать намаз нам нельзя. Узкожопые нам диктуют, читать нам намаз или нет. Вот теперь вопрос вам. Вы какие верующие, если вы боитесь ментов и узкожопых, но не боитесь, точнее, боитесь их, но не боитесь Аллаха? Наверное же, вы, если вы мусульмане, бояться должны Аллаха и читать намаз, а не узкожопых. Еще раз повторюсь, я уже говорил про это, тогда это еще одна причина к тому, что я вам рассказывал про причины. Сделать так, сделать так. Вот еще одна причина. Какого хрена в Татарстане и Башкортостане нам запрещают молиться? Не говоря о том, что в Башкортостане уже там 3 мечети сгорело. В каждой деревне. Мечети горят. Ну, определитесь тогда. Почему, какого в Татарстане нельзя читать намаз, когда я хочу? Там хиджаб снять, не снять, трусы снять, одеть на голову. Я не знаю, что еще можно снять. Может, еще использованный презерватив нельзя выкидывать? Надо ходить в нем, может? И не нужно мне потом говорить, да, ты там, блядь, за кордон съебался и говоришь, пиздишь. Да, блядь, если вы внутри намаз не можете читать, блядь, о каком пиздеже идет речь, блядь? Понимаете смысл? Вы сперва, блядь, создайте условия, чтобы намаз читать могли, когда хотят татары. Или там чеченцы, или там дагестанцы, в той же Москве. Нелегалы вот эти, так называемые, для них чурки. Наши братья-мусульмане. А что они не могут читать? Почему мы не можем читать нигде? Вот здесь в Европе нет такого. В любую мечеть ты можешь пойти на джума намаз. Хоть что делай. Когда я в Германии... Да, начнем с Норвегии. Когда в Норвегии я был, в Осло я увидел норвежский Коран. Норвежский Коран. Мен көріп аузым açıldı. Потом в Германии то же самое. В Германии я читал немецкий Коран. На немецком языке. Понимаете смысл? Где здесь фашисты? И самое главное, это узкожопые это прекрасно знают. Это они знают. И так они внутри, наверное, шайтанлар битин, шулай битин, да манами у нас сиктем, деп изгаляются. Вот этим изгаляются. Ой, блядь, я сделал вот такой закон. Я вот так закон сделаю, так. И изгаляются они, блядь, кайфуют над нами, да? А вы говорите, ну, Аллах курсата. Как Рауфа Рахимова говорит. Аллах накажет. Она вот такая стала, оказывается, сейчас бабушка эта. Рауфа Рахимова. Или как ее там фамилия? Племянница Муртазы. Аллах курсата. Ну. Если біз Аллах курсата деп яшасак, башкортлар, татарлар, или там узбеки то же самое говорят. Худо көрсатады. Худо бар. Да. Ну,
Аллах Та'алям что говорит? Аллах Та'алям говорит, если притесняют, то значит надо сражаться. Притеснение, значит надо сражаться. А где наши стражники? Где наши защитники, мусульмане? Ушлепки, которые в пятницу в мечеть ходят, придут домой, все. Аллах знает. Иншаллах. А где вы? Где вы? Которые кричат «Валлах, Валлах» везде. Палец вверх кидает. Но если ты зарекаешься, Аллахом, Валлах говоришь, так скажем, крестишься, так скажем, касам ичасың. Как это по-русски будет, я не знаю, касам ичасың. Вот это. Слово даешь, типа. Ну тогда отвечай. Отвечай за Татарстан с Башкортостаном. Где мусульмане? Где нормальные мусульмане, которых можно назвать бродар, братья? Если мы сейчас не проснемся, то мы, значит, получается, не только манкурты, мы даже не мусульмане. Манкурты хирсин там в стороне курят. Но мы еще даже не мусульмане. Если мы сейчас не можем ответить за свое бытие под названием ислам, то какого хэ мы вообще тогда мусульмане? Не нужно тут говорить этнический, не этнический. Нет, те, которые, я же вам говорю, которые в пятницу ходят на мечеть там, молятся 5 раз в день. Витр намаз читают, которые. Витр ваджиб читаем? Читаем. Где вы? Где вы? Где вы? Ну, давайте, я еще раз повторюсь, прочитаемся истихару и войдем в это дело. Так скажем, умирать так с песней, под Коран, под словами Аллах Акбар, если уж на то пошло. И башкирт белән татарга нам никто не может запретить это сделать. Никто. Ни американцы, блядь, ни европейцы. Никто не может запретить это нам сделать. Восстановить справедливость и независимость в Башкортостане и Татарстане. Никто над нами не может править. Вы это осознайте. Над нами нет правителей. Пока у нас нет ни президента Башкортостана, ни в Татарстане, никого нет из наших. Значит, получается, мы под кем-то. Значит, кому мы сейчас подчиняемся, блин? Надо понять. Никому. Поэтому бізге хазар срочно нужно сплотиться, срочно надо выводиться оттуда, инвестироваться и входить уже полным, блядь, нахуй, боеприпасами и раздалбливать всех нахрен в Башкортостане, в Татарстане и зачищать все подряд. Кто останется в живых, тот должен сделать парламент и восстановить справедливость на наших землях. Только таким образом мы сможем достичь чего-то, а так по-другому никак. Потом насчет ядерной бомбы. Если кто-то будет пиздеть насчет этого, ядерную бомбу эти крысы подзаборные в виде Путина и так далее, они не запустят по Казани, там по Башкортостану и там или по Чечне, потому что это те места, откуда они кормятся. Они же не могут уничтожить. Они же такие крысы крагоборные, они всегда будут думать, что они выиграют в любую состязание, войну, блин. Типа победят они. Но мы так кутагын тузалар. Когда башкирт белән татар встанет, Ичкерия с Дагестана станет, никто не победит нас. Никто не победит, поймите это. Никто нас нахуй не сломает.
Если bizni yuragimizda, qalbimizda, butun yerda Alloh taolam bo'lar. Каждый yuragini Qur'onni tig'ib olsin, если уж на то пойдет. Что в каждом кителе у нас должен быть Qur'on. Балагайина bo'lsa da. И пойдем, как говорится, под аяты. Только так мы можем сломать это. Левый фланг. У нас сейчас есть мощнейшие земли, Аллах Та'алям нам берилген. Раздолбать эту Москву. Левый фланг уже горит. Это Украина. Есть середина, так скажем, чуть-чуть такая. Это Ичкерия, Дагестан. Они пойдут снизу, если пойдут снизу, попадают как раз по середине прям Москвы. А мы как раз с правого фланга зайдем. Через Горьковское шоссе прямо бахнем по правому боку, Москвы. Все. Капут махан будет. Шайза, Путлер. Понимаете смысл? И все. 3 дня, блядь. Нам только доехать там. 30 часов доехать из Уфы, блядь, до Москвы. 30 часов. Допереть туда, блядь. И все. Мы возьмем его в кольцо, нахуй. Они куда будут бежать, блядь? В Питер, что ли? Ага, мы до Питера дойдем. Им некуда бежать будет уже Путину, понимаете? Там Финляндия будет. В Финляндию он побежит. Финны сами его выебут. Некуда ему бежать. Мы просто прижмем его, блядь. О чем вы думаете, блядь? В питерские болота, да, мы их в болото и загоним. Мы их в болото загоним. Как раз таки, блядь. Пусть бегут, нахуй. Бегут. Вот так будет, блядь, песня будет. И все. Никуда не избегут, поймите, блядь. Улетать куда они улетят, блядь? В Корею, что ли? В Корею улетит, блядь, к Ким Чен Ыну, блядь, своему. Или в Китай, блядь. Или там Ким Чен Ын зайдет с китайцем. Да хуй, блядь. Они ждут развала. Они никуда не зайдут, поймите это. Китай ждет развала, блядь. Никто не зайдет никуда. У Китая есть своя находка, блядь. Взять пол России. Это получается, Китай хочет полностью гегемонить там на той части. Но мы тоже к этому должны будем готовы, чтобы больно, если они хотят отдельно жить, Бурятия, там, Якутия, они будут отдельно жить. И мы им поможем. Китай хуй им, блядь, с маслом, блядь. Они не зайдут туда. Поэтому Башкир, блядь, Дотарга нужно встать и сказать, что это наши земли. Все. А Кавказ, подтянется он или не подтянется, это уже ихние будет дела, ихние, как говорится, усмотрение будет. Но я считаю, что Кавказ в первую очередь подтянется, блин. Никто, как они, не ждут этого, как они, блядь. Это мы так, может, не ждем, как они ждут этого. Они давно хотят зайти и раздолбать все это дело. Потому что они с 94-го года уже в бегах живут в Европе. Они заебали жить на стороне. Вы думаете, что им легко? Что думаете, им не хочется жить в своей свободной стране? Где у них тоже будут свои приоритеты, возможности и жить со своими родственниками красиво, как говорится, в красивые горы там. И я там не был никогда, но я так понимаю. Как в Башкортостане, в горах. То же самое. Красота. Зелень. А они вот так бегают туда-сюда, вот как я, там, по Европе.
Представьте уже. С 94 года, блядь. 30 лет. 30 лет они, уже полжизни там, за 30 лет у них уже 30-летний вот этот сын вырос у них уже. 94 года сын у них уже 30-летний вырос. Получается, они 30 лет в изгнании. До этого, блядь, их отправили в Казахстан, в Узбекистан отправили, чеченцев. И теперь еще 30 лет здесь. Одни муки. Поэтому башкир белән татар аңларга тиеш. Вы не думайте, что вот нам это кайфово здесь живется. Нет. Нам, альхамдулилля, неплохо, но не кайфово. Потому что нету ни начала, ни конца здесь. Потому что мы просто как заноза в заднице, так скажем, блядь. Воткнулись и все. А шевельнуться не можем ни налево, ни направо, ничего, блядь. Подавно назад. Потому что назад пока у нас пути не открыты. А чтобы открыть, это нужно создать независимость. Только в независимых республиках только шундагана можно сделать такой, так скажем, безопасную территорию, где, когда вернутся все, которые были в изгнании, там уехали, убежали от Путина. Вот все мы должны будем вернуться. И не должны мы будем друг друга гнобить. Мы, наоборот, должны будем друг другу помочь восстановить республику. От и до. Получается, заливать, блядь, его деньгами, бизнесом, проектами и сотрудничество. Срочное сотрудничество со всеми странами мира. Чтобы создать, как говорится, всю экономику, и внешнюю, и внутреннюю, все. Только так. Отдыхали, Дуслар. Короче, 8 человек. Дальше идем. Мне пишет Клара Грибанова. Пиздец, да, фамилия Грибанова. Надо же, на одно видео, короче, когда я записывал давно еще. Уят түгілмі Башқұртстан һәм Татарстан халқына. Нарсекей. С плена, короче, возвращаются дети, вот из Курска вроде бы. Помните, отправляли? Вот на это я как бы писал. И тут мне пишет, надо же, қайсылы умник табылған. Нишләп сен үзің барманың, скотина, яш балаларны әрлисің юнсіз, продажная шкура, барып соғышар инен, деген меңе башқұрт тілінде. Ну, блясызбы, когда 2 года вам долбят, блядь, уже со всех щелей, блядь, не только мы, и украинцы, и везде, весь мир вам долбит, нахуй, на разных языках, что, блядь, на Украину нехуй идти и отправлять, нахуй, вот этих 18-летних, блядь, про них речь идет, блядь. Мин барып соғышырға тиішмін екен, блядь. Я вам, блядь, уже 2 года долблю, блядь, про мобилизацию, чтобы вы не шли, блин. Всем, блядь, родственникам сказал, блядь, всем знакомым сказал, всем, блядь, долблю по интернету, везде. Ни кутағыма барасыз онда. Мен білмеймін, нәрсеге сіз барасыз онда. Мен генә түгелмін да, весь Казахстан об этом говорит, рядом, который рядом, вы им должны верить.
Они не Европа. Как вы говорите, гей-Европа тугулялар. Козаклар. Вот. Вам еще что нужно, чтобы вам дошло, что срочник он, не срочник он, блядь. Он мужиком должен стать, блядь. Он тёлкой должен стать. Да хоть пидором хоть он должен стать, блядь. Он не должен идти сейчас на войну, блядь. Точнее, блядь, даже в армию. Он не должен. Ваш чувак, который, блядь, вы его, блядь, растили до 18 лет, блядь, и отправляете на смерть, нахуй, любым способом вы должны его оставить дома. Хоть узкожопые тоже пусть нахуй остаются. Главное, суки, блядь, уменьшитесь, пидорасы. Может быть, какая-то польза от вас будет, блядь. Может, Путин, блядь, побыстрее проиграет эту всю тему. Сидите дома, нахуй. Не можете сидеть дома. Пиздуйте куда-нибудь, нахуй. Выезжайте, нахуй. Пиздуйте вон в Китай уезжайте. В Казахстан. Я не знаю, куда-нибудь. Съебитесь, нахуй, из России. На время. Потом вернетесь. Если не хотите воевать, ничего не хотите делать. Нет, блядь, прутся они, блядь, герои сраные. И вот они мне отвечают тут, блядь. Понимаешь, я должен был пойти, оказывается, вместо них, блядь. Вообще никто не должен туда идти, не то, что я, блядь. Так. Если учеба у сайтлар narsalar bo'lsa, men narsaga oshxonayim. Uni unutganman aytirga. Boshqirt otla olg'a degan men bir boshqa sayt ochdim. Если shunarga da qo'shilib qo'ysangiz bek aybat bo'lar edi. Boshqirt otla olg'a degan gruppa. Boshqirt otla olg'a desangiz topila u сразу. Boshqirt deb yozsangiz topila boshlaydi u сразу. Только latin bukvasida yozasiz. Boshqirt otla olg'a. Если что. Родители мигрантов заявляют, что их детей России вербуют на войну. Ну, само собой. Младшего сына забрали на войну из тюрьмы, а старшего поймали в метро и вынудили подписать военный контракт. В Кыргызстане все больше родителей заявляют о том, о сём, короче. Ну, до этого тоже говорилось, Битенда. Я говорил, не говорил, блин. Где-то уже говорилось. 500 человек. 500 человек, получается, нахрен. Где-то, блядь, нелегалов, что ли, хапнули, короче, ну, с российскими паспортами. И, короче, принудительно их по чуть-чуть там, или целиком 500 человек, я так и не понял, хотят отправить на СВО, блядь. Это на войну, блядь. Вот такая вот тема. Нелегалов. Так скажем, легалы, они же их всегда нелегалами будут называть, блядь. Кликуха у них, блядь, да ведь? Вроде с российским паспортом, но все равно чурка для них. Это что за херня, да ведь, блядь? Ебанизм, блядь. Вот, альхамдулилля, вот здесь такой темы нету, блядь. Если тебе дают документ европейский, ты для них становишься сразу, блядь, и немцем там, или норвежцем, или французом. Нихуя ты не чурка для них. И изначально тоже ты не чурка для них. У них нет такого понятия ты чурка, блядь. Это вы чурбаны, блядь, узкожопые, которые создали какие-то всякие кликухи, блядь, нахуй, как тюремная зона, понимаете? У вас эта вся тематика мозгов ваших, это тюремная зона. И все атрибутики, которые говорят у вас, блядь, эти головы, нахуй, тупорылые, блядь, это тюремные атрибутические, издевательские такие опускать, блядь, как говорится, опускать головой в очко, блядь. Примерно такая тематика у вас этих слов, понимаете? Но по идее, блядь, вы сами опущенные чмошники, блядь, по идее. Но вы не можете это в себе, блядь, ну, как бы, само собой, чмошники не могут себе это признать, блядь. Чмошники не могут это себе признать, тем самым вы ищете, как бы, так скажем,
защиту, наверное, себя вот такими методами, блядь, обзывая других. А на самом деле, блядь, если с вами нахуй выйти, блядь, там, не знаю, 1 на 1 или 1,5 на 1,5 нахуй, я не знаю, 1,5 на 1, блядь, вы, блядь, сразу сольетесь нахуй. И сразу нахуй через 5 минут начнете 02 звонить, блядь. Ой, меня ебут, нахуй. Там, как обычно, не россияне вас будут ебать, вы скажете, вот, башкортлар напали, или там Кавказ напал. Не-не-не, якуты напали на меня. Узкие глаза были. Вот такое будет у вас разделение. Не-не-не, не русский был. Русский был? Не-не, не русский он был. Меня напали, блядь. Меня выебали. Не русский он был. Да. Везде так, блядь. Изнасиловали тоже нахуй не русские, блядь. Хоть и насилуют одни вагнеровцы узкожопые, блядь. Там сразу начинаются нелегалы, Кавказ, татары, блядь. Или еще кто-то нахуй. Вот такая дерьмо, блядь. Как, блядь, нахуй, где-то что-то, блядь, произошло, там, спасли людей. О, россиянин спас людей, блядь, из воды. Вот тонул, кто-то, машина тонула, блядь, или что такое в Питере, помните, зимой, блядь? Дагестанец спас, а там, блядь, пропиздошились сразу, блядь, понимаешь ли, россиянин спас. Гондоны, вы определитесь. Насилует, получается, Кавказ, там, или татары, или башкиры, или якуты, или кыргызы, а спасает россиянин. Охуеть, да, блядь? Вы, суки, двуличные суки, блядь. И после этого вам не говорить это в лицо? Да я, блядь, нахуй, я не могу такое молчать, блядь. И вот эту тему, я, да хуя, блядь, в подъездах, блядь, у меня драки бывали, нахуй, в Москве, блядь, вот эти ебучие толкалки, блядь, нахуй. Когда на меня кричали, нахуй, ты, сука, бородатое чучело, блядь, или там что-то в этом роде, нахуй. Вот так мне пиздели, блядь. Ты в этот момент, ты можешь им говорить, нахуй, я татар, я узбек, ты чё за хуйня, блядь, или там, им похуй, ты для них бородатое чучело. Там, или чучмяк, блядь, или как еще они там называются, блядь, чурка, блядь, чурбан, блядь, начинается вот эта тема. Поэтому, Дуслар, когда жесткий такой нацизм в России, мы должны бороться. Потому что мы не узкие. Мы не узкие. У нас есть своя замечательная нация у каждого. Отмечу, у каждого. Поэтому мы обязаны, как говорится, защитить свою нацию. Мы обязаны. Узкожопые же защищают свою нацию. Они же пропиздошились, типа притесняет русский язык на Украине и вошли в Украину. Ебанутые нахуй. Там пол Украины нахуй на русском пиздят. Нихуя не украинская мова, блядь. Они, оказывается, притесняют, блядь. Долбоёбы, сука. У меня тетя была украинка, и мы всю жизнь на русском только пиздели. И вы говорите мне, что, блядь, нахуй, на Украине притесняют. Кстати, она была учительницей средних классов, блядь, русского языка и так далее. А вы искали, блядь, нахуй, на Украине, явно ни в какие рамки не влазит. Это явно не влазит ни в какие рамки. Поэтому эти отмазки уже, кремлеботовские, нахуй, отмазки уже ни в какие рамки не влазят. Поэтому вы определитесь, узкожопые, о том, что в следующий раз, если вы куда-то захотите нападать, определитесь, кто кого там притесняет. И из-за этого башкирт белән татарга мин тагын да әйтәм, притесненные и притесняющие. И вот эта вся тематика нужно различать. Башкортостанда, Татарстанда, Дагестанда, Ичкерияда, бүтін жерде вот у вас нет языков
чеченского, татарского, дагестанского. Кто тут притеснен-то? Определитесь уже, в конце концов. Определитесь. А потом уже говорите, кто где притеснен и почему у нас нету своих языков. Кстати, подмечу, это уже, наверное, 5-й или 6-й пункт причины восстать против Москвы. Башкортстан белән Татарстанга колакка башка салып куегыз моны. Истә калдырыгыз. Уже какая по счету, я не знаю, тема, которая точно, как говорится, сработает, которую можно было бы поднять. Но опять-таки, поднимать нужно это всем миром сразу, а не так, что как Алсынов 5 человек вышли, за ним 80 сели, блядь. Нет, не так. Вот если вы выйдете 800 тысяч Башкортстанда и Татарстанда, 800 тысяч, это будет уже нормальная демонстрация. Нормальная революция, нахуй. Примерно так. Поэтому вы когда решитесь, как-то сообщите нам, чтобы мы хотя бы, может, к этому моменту найдем каких-то инвесторов, зайти с оружием к вам уже, в конце концов. Крайняк, может, займем у украинцев уж, где-нибудь там. Так. Мартынов. Кадыров больше не нужен Путину. Новые скандалы с главой. Под Москвой стреляли бывший зампреда правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Да. Израиль не сможет проникнуть в Турцию с воздуха. Понятно. Вот здесь вот тот день я увидел, вспоминал. Это узбекларга касается теперь. Вот узбекларда, да, есть такая фигня. Да, давайте начнем с имени. Узбекларда есть Усман Баратов. Такой типа правозащитник Усман Баратов. Седые волосы, такой чуть-чуть усы, борода. Ну, короче, вы его видели, наверное. Усман Баратов, ну, тоже за то, что он что-то сказал, типа петухи, что-то такое в армии. И типа его посадили сейчас, ну, короче, сидит он вроде бы. И вот, исходя от этого, узбекларга, так скажем, наезд такой есть. Когда-то он вас защищал всех. Отмазывал по всей Москве. Он россиянин, но узбек, он россиянин из Ферганы, оказывается он. И вот он вам помогал по жизни, блядь. А когда ему надо помочь в России, да, посадили его в тюрьму. Это пидорастическое правительство Узбекистана нихуя, или там народ, я не знаю, какие-нибудь еще какие-нибудь организации, не могут ему помочь вытащить его из тюрьмы. Видите, как интересно, да? А почему? А потому что правозащитники узбеков узбекскому правительству нахуй не нужны. Потому что они сами тоже гестапо нахуй. Диктатура. Ну, Усман Баратов, кому нужен он был? Может, нужен был бы. Только обычным людям. Примерно так. Плюс, наверное, я думаю, из-за того, что у него российское гражданство,
узбекское правительство уже не может действовать. Но тут был бы интересный момент, который они подметили только что, недавно. Когда Захарова сказала, почему бьют русского в школе в Узбекистане. И в тот момент, получается, вопрос возникает. Захарове жестко ответили наконец-то. Нахуй ты лезешь в независимый Узбекистан? Окей, пошла нахуй, сказали, грубо говоря, узбеки. Но тут парадокс, блядь, что, блядь, Усман Баратов все-таки узбек. И какого хуя тогда узбеки не могут предъявить такое, что какого хуя вы, блядь, нашего Усмана Баратова посадили? Понимаете смысл какой? Вот такая хуйня. И теперь вердикт, к чему я это говорю вообще? К тому, что bizda to'turuqsiz bir-birimizga yordam bermay turgan millat narsaga bo'lgan. Bu dunyoga kelib chiqqan. Boshqirdda da shulay, Totarda da shulay, Chechenda da, Dagestanda da, O'zbekda da, Qozoqda da, butunisida. Bizning manqurtlar ustida o'tirar, diktatorlar. И mana shunday davlatda, в таком государстве, жить категорически нельзя. Мы должны, допустим, как где-то кто-то, помню, пример какой-то такой. Короче, вот, допустим, целое тело человека. Где-то что-то заболело. Допустим, палец кровоточит. Куда сигнал идет? В мозг. Да ведь? И он начинает примерно понимать, что у него что-то там катастрофа. Вот то же самое. Представили? Значит, получается, у всех мусульман должно быть вот такое восприятие. Где-то не контачит, значит, мы друг друга должны законтачить и помочь. Я даже про Палестину не говорю сейчас. Вот среди нас, у тех, которые, блядь, были колониями СССР, хуёво стало в Грузии, мы должны помочь. Хуёво стало где-то там, даже в том грёбаном Азербайджане, блядь, мы должны помочь. Примерно вот так, понимаете? Получается, значит, херово стало узбеку, значит, мы должны были помочь. Любыми способами. Херово стало татару или башкирту, мы должны были помочь. И также чеченцам и дагестанцам. Если мы друг друга, как говорится, не поддерживаем, нас само собой, блядь, нахуй, узкожопые, с издевкой, блядь, нахуй, и своим тупорылым давлением нас гнобя, сажает в этот, так скажем, в дерьмо, в котором мы сами не можем никак еще довариться, блядь, и понять, о чем вообще, блядь, мы, нахуя мы живем, вообще понять не можем. Шонарга друг другу мы должны однозначно начинать уже поддерживать друг друга. Если мы не будем поддерживать, то, считай, ну, так скажем, ака-ука, туғанлық, қарындошлик, уши нарсалар bizda уже bo'lmaydi. Уже вот этих вещей у нас вообще можете даже не искать. Не искать. И полнейший вот этот маразм наш, вот этот жизненный, погоня за деньгами, за властью, за, блядь, не проебать стульчик нахуй, на котором прицеплен гондон, на нем сидите все правители, вот, и дрочите там, блядь. Короче говоря, вот эти вещи у нас никогда этот не отнимет никто, если только мы сами не захотим слезть с этого дерьма и начать жить нормально. А для этого нужно нам просто сменить везде своих раисов, своих правителей сраных. Вот только тогда сможем мы жить нормально. По-другому никак.
дерьмом страдать, вот так, как эти, как они мне говорят, пиндосы, узкожопые, блядь. Мы, как, так скажем, блядь, до них жили наши предки, да, ведь до них жили нормально. Никто никого не кушал, блядь. Шелковый путь был у нас, бизнес был, орда была, все чики-пики было. Вот так. Но мы зачмырились за эти периоды жизни. Грубо говоря, за 500-600 лет мы стали чмошниками. И через 500-600 лет появляемся мы, пытаемся это все возобновить, чтобы мы вышли из этого дерьма. Но что-то люди не идут. Или я не иду, или люди не идут. Хуй поймешь, кто не идет. И тут, короче, дальше мне комментарии, короче, писала, блядь, овца какая-то. Короче, все, наверное, уже будем заканчивать, блядь, время 2:20. Так, Галина Лигай пишет мне. Противно слушать, когда вас вылавливают, так просите прощения, такие сразу тихие. Зачем стравливаешь людей? Живи спокойно, без таких сопливых разберутся. Я, оказывается, стравливаю людей. Я стравливаю. А Путин, блядь, такой травянистый дед, блядь, нахуй, что, блядь, он не то что стравливает, блядь, он, блядь, убивает. Травление это еще херня. А убивать это, я, наверное, уже все. Высший пилотаж, блядь, ебли. И дальше. Леонид Пантелеев, блядь. Куда депортировать? За пределы России, конечно. А поскольку Россия не заканчивается нигде, то в космос. А он большой вам, там будет хорошо. Нас, башкортов с татарами, оказывается, в космос еще можно депортировать. Оказывается, представляете? В космосе нам выделили место, прикиньте. Рамиль Абдуллин. Манкурт пишет. Не разжигайте национальную рознь. Мы должны держаться вместе. Это Запад хочет, чтобы мы разделились. Отдельно взятые личности ответят за свои слова и действия. О, ты видите, как культурно написал этот Рамильчик, блядь. Я отвечу, оказывается, в свое время. Аллах. Аллах Таалям қырында мен жауап беремін, Алла берсе. Дальше идем. Ну, вот так вот. Ага. Короче, новости закончились, душла. До хрена я что-то перечитал все. Может, еще что-то, конечно, осталось, но я не знаю, но вообще. Так, ну, вроде бы. Вроде бы все. Так. Да. Короче, я вроде все вычитал. Уже хз, короче.
Наверное, будем заканчивать, короче, Дуслар. Потому что этот... Дофига уже сижу. 4 часа, 11 минут уже. Может, потом еще какие-нибудь новости будут. Выйду потом. Ну, кто сидел, писал, Рахмат. Негативщики. Негативщики, лайк поставьте хотя бы. Анастасия это где-то. Тоже мне, блядь. Настя, дай нам счастье, блядь. Грешница, блудница. Ну. Дяляпля. Тоже мне. Комменты почитайте. Я много жизненной спасла. А ты что? Что вы сделали, гиены? А этой Насте долбоебки, наверное, этот дали, блядь. Ночной, блядь, этот... Блядь, как это называется, блядь? Бот, ночной бот она, блядь. Она в дежурстве ночного бота, блядь. И поэтому и пишут. Думаю, делать в жизни вещи добрые, от горести оставлять, деток спасать. В этом есть вера, а не пиздоболить со своим Аллахом. Настя, ты вообще с головой дружишь или нет? Я вам вроде говорил уже, всем узкожопым, блядь, что вы скоммуниздили, придурки, украинских детей, блядь. Они тебе говорить, спасать их или не спасать, придурочная. У тебя вообще дети есть или нет? Вот это я не могу понять, блядь. Вот такие, блядь, мандалошки меня вымораживали, блядь. Сука. Главное, спиздили. Правильно, араб вышел. Атенцион, атенцион. Вы скоммуниздили 700 тысяч детей, блядь. И ты, Настя, говоришь, блядь, о спасении? Давай тогда подари мне своего ребенка, блядь. Дай его или ее скоммуниздить мне. Скинь мне ее куда-нибудь. И потом посмотрим, как ты будешь петь там, блядь, овца, блядь. 700 тысяч, блядь. Было бы 70 человек, блядь. Хуй с ним думаешь, блядь. 70 детей. Ладно уж, блядь. 700 тысяч, блядь. Ёбаный в рот, блядь. У меня в голове не укладывается, нахуй. Не 700 детей. 700 тысяч. Просто я охренел, блядь. Охренел, блядь. Не говоря, что вы о пленных. Пленные, которые у вас, суки, блядь, которых вы, блядь, мочите, которых вы убиваете, блядь, там, пленных, блядь, издеваетесь, там, выходят худые, блядь, нахуй, гестапо, нахуй вы, натуральные, блядь, черти. Ваши шайтанские, блядь, тюрьмы, блядь, которые, блядь, очко там, блядь, нахуй. И ни воды, ни раковина, ни хуя, блядь, нахуй. Ну, пиздец, нахуй. В таком дерьме, нахуй, у вас в тюрьмы, блядь. И вы говорите, живете, нахуй, по-европейски? Да вы, блядь, нахуй, живете, нахуй, как, я не знаю, даже в ауле так люди не живут. Хуже, блядь, аулов живете. И потом вы говорите, что, блядь, в России есть какая-то правда? Какая нахрен правда, блядь? Чмошных, блядь, тюрьмах, не говоря, блядь, какие тюрьмы, нахуй, общаги, которые сегодня, вон, я говорил еще, насчет общаг, блядь. В общагах живут, блядь, 11 детей, женщина, нихуя помощи нету.
От них кто вырастет потом? Шлюхи будут, дети, половина из них. Половина нахуй. Геи будут, половина нахуй. Воры будут нахуй. Полный, блядь, сборник нахуй террористов. Грубо говоря, группировка, блядь, будет. Настоящая. Потом говорят нахуй, здесь хуёво, там хуёво, в России только хорошо, блядь. Ты, наверное, Настя, блядь, у кого-то, конечно, может, сосешь у кого-то там за баксы, блядь. И как бы тебе похуй, блядь. Ты не понимаешь, кто, блядь, 3 500, 10 тысяч рублей получает денег, блядь. И вот и все. Да, глупость и тупость еще мелочность тащит унитазы. Это русский вопрос. Русский вопрос. Вот. Ну, вот эти узкожопые и тащат. Плюс еще к унитазам, я же говорил, блядь, 700 тысяч детей приплюсовали, пидорасы, блядь. Ладно, пленных, блядь, мужиков забирают, нахуй. А детей-то нахуй пиздить, я не могу понять, блядь. В чужой стране спиздили чужих детей, блядь. Нахуя они нужны, во-первых. Вот. Во-вторых, блядь, какого хуя вы спиздили их, блядь? Просто херею над людьми, блядь. Нахуй. Я видела, как нацисты убивают людей. Вы что, видели? Ну да. Узкожопые нацисты убивают людей. Да, мы же каждый день видим это. Каждый день, блядь. Я даже в эти каналы заходить не хочу, блядь. Тошнит, блядь, потому что там. Да. Узкожопые нацисты убивают всех подряд, блядь. Даже своих. Обнуляют. Нацисты. В Украине не нацисты, блядь. Это вы нацисты. Узкожопые нацисты, это вы. Вы вещаете дьявольские темы, идиотизм. Дьявольские? А вы, блядь, у Путина соса нахуй, у дьявола живете. Это что, не дьяволская система? Тема у меня, оказывается, дьяволские, блядь. Роман Салихов. Китай ждет развала, ты предлагаешь развалить, дальше что? Дальше нахуй. Будете жить в московских болотах. Чё, блядь? Лягушек собирать, ловить нахуй. Выращивать. И будете в Китай продавать лягушки. Больше нихуя там у вас нечего будет жрать. Хм. Я снайпер, и я служила, и знаю, что вы тут вещаете, гиены. Снайпер, блядь, нахуй. Быть может, ты, блядь, хорошая сосальщица, но явно не снайпер, блядь. Служила она нахуй. Сосала, наверное, у какого-нибудь нахуй генерала, блядь, штаба 5-й армии, нахуй. Со снайперской винтовкой, блядь.
Чего, простите, блин. Наша ФСБ уже на вами занимается. Ну да. Москва — это улус Золотой Орды. Ну, значит, надо вернуть. Вернуть надо. Кто против Америки здесь? Причем тут Америка нахуй? Здесь против узкожопых надо быть. Америка-то при чем, блядь? За морями. 300 пизды отсюда. Пиздец. Да. Вот, насчет, да, пусть Раша не признают США, банкиры и счета закроют, завоют, все правильно, Раша. Кстати, насчет этого тоже сегодня говорили где-то, блядь, какого хуя, типа, пидорасы нахуй, американцы или европейцы, блядь, полностью кислород не закрывают России, блядь. Допустим, вырубить нахуй Google, блядь, вырубить нахуй все, блядь, там. Нахуй они вырубают? Вот это интересно мне. Надо ебануть все им, вырубить нахрен. И пусть нахрен и в древнем мире живут, блядь, потом нахуй. Палки и всякие говно-копалки пусть нахуй. Крестики, нолики пусть играют нахуй. Вот так вот. Займутся нахуй хоть, может быть, семьей своей, блядь. Может, детей появится побольше. Если оторвать их от Гугла и так далее. Пусть посидят в темном месте, как говорится. Или там, допустим, свет выключить полностью нахуй. Шлепнуть нахуй все, блядь, нахуй, в трансформатор. Вражки, блядь. Ебануть свет, блядь, полностью. Пусть побудут без света. Поживут без газа, света, нахуй. Холод. Что-то вот такое, блядь. Посмотрим потом, как у них это будет происходить. Ну, все тогда, Руслан, на этой почве, на этой тематике будем закрываться. Ты, братан, красава. Благодарю. Александр. Ага, Мурат. Ассаламу алейкум. Всем тонощекой, потому что у меня уже все заплетается, блядь, глаза крыши едет. У меня уже 4:24, 25 минут. 4 часа 25 минут закрываю, короче, эфирчик. Получается, здесь, значит, вот этот телефон не потеет у меня. Вот другой телефон потеет, блядь. Херовый какой-то, блядь. И плюс, что-то, блядь, там людей очень мало сидело, на другом ютубе людей не было вообще. Так что только отсюда выходить можно пока. Ну, закругляемся. То на щеку. Пока всем.